Дамы и господа, сэры и сырухи, здравствуйте! Я думаю, многие ждали от меня продолжения истории зеленки в злобном и непредсказуемом мире Кенши. Оно, конечно же, будет, но, увы, не в том формате, в котором я сам думал и в котором вы его ждали. Я поменял сборку. Прошлое, как вы знаете, была, мягко говоря, багованной, и по ходу съемки первой части мне пришлось потратить около 100 часов времени на ее причесывание и допиливание. А тут, пока я болел, мне прилетело предложение от команды разработчиков сборки Reborn. Вот ее я и решил снимать. Ребята выкупили права на использование сборки Genesis и на ее базе сделали очень приятную собственную сборочку с улучшенной оптимизацией, нормальным балансом и полностью переработанными производственными цепочками. Короче, меня заинтересовало. Тем более, что для начала игры тут есть сценарий «Амнезия», где главный герой мало того, что забыл все, что с ним было, так еще и навыки у него ушли далеко в минус. Короче, все как мы любим, и даже не нужно объяснять, куда делся весь прогресс зеленки из прошлого видео вместе с его компанией. Тупо забыл. Итак, появился я где-то в жопе мира. Хорошо, хоть не посреди пустыни или лагеря кровожадных каннибалов. Нет, это у нас путевая станция. Если в прошлый раз Зеленка был у нас инвалидом, потому что у него не было руки, то сейчас он у нас просто идиот, потому что он не просто забыл все свои навыки, он нафиг ушел в глубокий минус, прикрытый сверху женским половым органом. Этот Нижний Мухосранск, в котором я оказался, располагался к западу от болот и, насколько я помню, южнее земель шеков. В голове у меня отрицательные значения, в карманах мышь посрала, так что нужно возвращаться к тактике, проверенной годами, хоть ее не забыл. Находим залетных агрессивных товарищей, рассказываем им про то, как именно ты шатал трубу его дома, а затем тактично наводим их на скучающих от нефиг делать стражников. Естественно, результат не заставил себя долго ждать. Правда, не сказать, что я обогатился, но на тарелку риса и новые подштанники, может, и хватит. А вот поясок решил оставить себе. Раньше таких не наблюдал, полезное нововведение. Первая партия отходов жизнедеятельности бандитских элементов переправлена торговцам, жизнь начала играть новыми красками. Правда, играла она недолго, примерно до тех пор, пока не столкнулся с жестокой реальностью, а именно жадностью местных торгашей. Ценники на еду здесь — мое почтение. 2 почти ни в чем не повинных человека расстались с жизнью, чтобы я смог просто немного перекусить. Чтобы прям пожрать, надо пустить на мясо целый караван, не меньше. Немного покумеков, прикинул, что место тут не особо проходное, так что надо отправляться в известные мне места, может, там хабарчика будет побольше. В болото, понятное дело, пока решил не соваться. Там всякие ниндзя бегают. Голозадые, но капец какие злые. Не хочется прибавлять к отсутствию мозгов еще и отсутствие конечностей. Так что лучше, наверное, сначала к шекам, а потом к привычному уже хабу. Первым на моем пути встретился Скуин, городок, принадлежащий рогатым. В Великую крепость решил не ходить, так как там ловить такому бомжу, как я, тупо нечего. Впрочем, и здесь, как оказалось, с дырявыми карманами претендовать не на что. Сюда вообще имеет смысл ходить лишь за хорошими рюкзаками да за рекрутами. Ни то, ни другое я пока позволить себе не могу. Воровать я, как обычно, не буду, от слова совсем. Потому как это поломает баланс любого выживания. Потому моя задача — расширять отряд, торговать и заниматься ремеслом. Прокачка в этом мире идет в 1,5 раза медленнее, так что даже если разживусь тренировочными манекенами, армию супергероев сразу сделать не получится. Короче, арендовал койку в местном баре, подлечил голову, по которой таки умудрился отхватить еще на дорожной станции, а затем отправился в сторону хаба. В окрестности Скуина, буквально в сотни метров от его ворот, встретил местных гопников, которых тут же по своей стратегии решил навести на стражников. Правда, по итогу оказалось, что рогатые и сами не прочь полазать по карманам, а потому всех пришибленных сразу эвакуировали в свои застенки. Поживиться ничем полезным не удалось. Любимый мой хаб привычно встретил меня разрушенными домами и редкими бомжами, ютившимися в этих самых развалинах. Впрочем, если посмотреть повнимательней, можно было встретить и полезные предметы, особенно для такого нищего путешественника, как я. Хотя место для меня привычное и практически родное, задерживаться тут особого смысла не имело. Так что, осмотрев немногочисленные достопримечательности, я отправился дальше, на этот раз на северо-запад, в земли Роя. Там, насколько я помнил, было поселение, на территории которого можно было спокойно добывать медную руду. А это, как вы понимаете, возможность заработать копеечку и немного подкачать свои навыки. Вот только добравшись до места, я не встретил того, чего ожидал. Возможно, мне, конечно, изменила память, которая в других аспектах подводила меня в последнее время довольно часто, а возможно, просто все сильно изменилось. Город Роя я, конечно, нашел, называется он Чета. Вот только никакой руды в кольце его стен не было и в помине. Да и само поселение выглядело намного богаче и многолюднее, чем я его запомнил. К примеру, тут оказались пшеничные поля, на которых я и решил подработать. Ну как подработать? Собирают все местные, а я решил заняться логистикой. Типа забрал урожай, который собрали фермеры, и сдал тут же в баре. Ну а чё нет? Должен же кто-то заниматься грязной работой.
Таким нехитрым и не особо трудоемким способом за день получилось поднять больше 10 тысяч кат, а заодно нормально покушать. Теперь, кстати, можно и за напарником сгонять. Денежки в кармане появились, так что и желающих составить компанию в будущих делах будет намного больше. Ведь, увы, какие бы красивые у тебя не были глазки, пахать на тебя никто за них не согласится. Дружба в этом мире исключительно покупная фигня. Хотя после оплаты первого и единственного взноса ты можешь напарника хоть на органы пускать. В принципе, выгодно. А вот здесь, насколько я помню, должен был располагаться город гладиаторов, но сейчас тут даже следов не осталось. Хотя и, слава богу, местные ребята уж больно нервные были, выхватить можно было легко и непринужденно. А потом еще на столбах для казни повисеть. Неприятненько. К рогатам пришел уже глубокой ночью и в первом же баре вербанул в попутчике грозного Кана. Сам Зеленка на данный момент представляет из себя психологического инвалида, так что руки, которые знают, за какой конец держать меч, будут очень кстати. Будет мне подсказывать, а то я пока даже с вилкой разбираюсь с трудом. В ночное время в городе открыты только бары, так что пришлось коротать время до утра, ползая вокруг стражника и тренируя навыки скрытности. Навыки выросли крайне незначительно, а вот как он нам уши не оборвал, совершенно непонятно, видать, нервы у него железные. Впрочем, посмотрев на результат, мы поменяли стратегию и остаток ночи качали силу, таская друг друга на закорках по темным улицам Сквина, а заодно любуясь местными достопримечательностями. Как только магазин открылся, мы прикупили Кану средний роскошный рюкзак. Для бойца он, мягко говоря, не подходит, но черт побери, какие из нас сейчас бойцы. Вот тырить щете пшеницу с полей, вот это да, для этого обновка подходит более чем. Также немного перекусили тем, на что бабосиков хватило, цены, конечно, атомные. Теперь можно и на выход. Так и поперлись, Зеленка кряхтя, а Кан отдыхая на его сутулых плечах. Да и куда нам торопиться? Что быстро, что медленно, спешить нам некуда. Так что не спеша потащились в Чету, снова заниматься логистикой на местных фермах. На перевале обнаружилось место побоища между какими-то местными доходягами. Сама массакра уже закончилась, так что нам осталось только разобраться с вещами, которые тут остались. Все ценное быстренько распихали по карманам и рюкзакам и бегом к Чету, к местному бармену. Мне вся эта снаряга пока без надобности, а вот звонкая монетка пригодится. На том же месте побоища разжился мяском, нормальным, людей не резали, так что на какое-то непродолжительное время едой мы обеспечены. Правда, жарить его пришлось с опаской, костер можно разводить только за пределами города, а тут особо на огонь не посмотришь на расслабоне, вмиг жопу откусит, причем по самые уши. Насущные проблемы решили, теперь можно и на поля, зарабатывать денежки верным способом. Местных ребят, конечно, жалко, они сажают, растят, собирают, но и логист, кушать хочет. Че они все на полях-то оставляют, сгниет же. К концу дня в 2 наглые хари мы подняли около 25 тысяч монеток, а еще пригласили в отряд Молли, которая тусила в местном баре в надежде найти спутников. С этой ее глупой идеей мы ей, конечно, помогли, но что из этого выйдет дальше, зато мы не отвечаем. Теперь снова по-любому к рогатам, как минимум за рюкзаком для вновь прибывшей, потому что без него она бесполезна от слова полностью. На выходе из Четы познакомили местную стражу с горилла. Правда, мясо с него, увы, получить не удалось, только шкурки на продажу да большое и еще теплое сердце, которое пользуется спросом только у хороших поваров, которыми мы, увы, пока не располагаем. Практически до самого Сквина по пути не встречалось никаких проблем. А вот уже на подходе к городу довольно близко, я бы сказал значительно ближе, чем хотелось, познакомились с грудой костей. Втроем, конечно, развалили и, естественно, разделали. Особо порадовал рюкзак. Хреновый, конечно, зато бесплатный. А также неплохие латы, правда тяжелые. Оставить такое добро мы, естественно, не решились, так что загрузили Кана по самое не могу. Но ему полезно. Груда несколько обиделся на такое раздевание и уже на самом спуске к городу догнал и попытался вернуть хотя бы труселя. Пришлось останавливаться и снова объяснять, что нам эти вещи пригодятся больше, чем ему. Он, гад, оказался читером и в процессе боя решил уйти в тень, а точнее в камень. Но так как оружие мы у него тоже отжали, результат даже с такими читами оказался в нашу пользу. Как обычно, в город мы ввалились ночью, когда все лавки закрыты. Пришлось снова смотреть достопримечательности и заодно прокачивать силу, таская друг друга на закорках и вызывая бурную радость местных жителей от такого шоу. Как только торгаши заблаговолили выйти на работу, спихнули им все нажитое непосильным трудом, а заодно махнули рюкзак авантюриста, который был на зеленке, на более вместительный и полезный на полях, средний и роскошный. В него помещается уже 16 единиц пшеницы вместо 8, так что работа пойдет быстрее. Заскочили в бар и пополнили отряд рогатом по имени Рука, ну или Рогатый, черт их разберет, этих шеков.
В общем, нас теперь 4, а значит и бабосики на фермах Четы пойдут существенно быстрее. Пораскинув мозгами, я решил пока обосноваться именно там и в спокойном темпе повышать финансовую стабильность отряда, время от времени прогуливаясь по окрестностям в поисках новых рекрутов. А уж как наберем нормально золотишко, тогда и в приключения можно будет пускаться. Уже привычно взвалив более сильных и тяжелых товарищей на плечи и подтянув пупки, отряд выдвинулся в обратный путь. Но естественно, мы заинтересовали своими обносками какой-то местный сброд. Пришлось сбрасывать груз и уже 4 парами ног драпать в сторону хаба, самого близкого города, где есть стража. Можно было, конечно, самостоятельно попытаться разрулить ситуацию, но пользу от этого получила бы только местная скудная растительность, на чье удобрение останутся наши тушки. Бежать пришлось в разнобой, типа у кого самые быстрые ноги, тот и будет лечить самых медленных. Первый в этом раскладе отвалилась Молли. Кан же, люто перегруженный, хоть и огребал через каждый шаг, но за счет лад как-то держался. С горем пополам и при существенной поддержке местной стражи с гопотой разобрались и благополучно обобрали их до нитки. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. Жаль только, что их вещички даже в местном секонд-хенде ничего кроме рвотного рефлекса не вызовут. Ну, хоть потренировались немного, и то хлеб. Чуть позже к городу подвалила другая тусовка, причем в силах немалых, так что началась уже форменная вакханалия. Зеленка усиленно пытался попасть хоть кому-то по лицу, но с его скоростью он даже синяк никому поставить не смог, не то что уработать. Кан, несмотря на латы, таки отхватил и прилег отдохнуть. Короче, было весело и задорно. Вообще, какие-то разборки всегда радуют, но в нашем случае это была скорее бойня двух кланов бомжей на дурно пахнущей свалке. Так что поживиться чем-то реально полезным тут было невозможно. Хотя у нас получилось, и то немногое, что мы сняли, тут же уехало местному бармену. Решив свои вопросы в городе, вспомнили и про Молли, которая валялась где-то под горкой. Но вспомнить это одно, а вот добраться до нее спокойно — это совсем другое. Естественно, вляпались в очередную неприятность. Немного размявшись и быстренько обмозговав все на стратегическом совете, решили продолжить наступление в противоположном от противника направлении. Пока двое рогатых применяли 386-й прием карате изматывания противника бегом, Зеленка обходными тропами погнал к Молли. Рогатым более или менее спокойно удалось снова добраться до хаба и привлечь к решению вопросов стражу у противоположных ворот, где уже вместе с ними они наваляли голодным дерьмоящерам по 1 число. Диктатор же тем временем занялся лечением боевой подруги, перемотал ее как получилось тряпками и потащил на соединение с основными силами, которые бросили кости в местном баре, чтобы подлечить тушки и подумать о будущем. Впрочем, и обратный путь Зеленке спокойно преодолеть не дали. Ну нет никакого уважения у местных обитателей к инвалидам мозга и раненым. Наш смелый герой тащил Молли из последних сил, попутно огребая палкой по ребрам. Хотя, конечно, плюсы у данной ситуации тоже были. Сразу и сила качается, и крепкость. Так продолжалось до самых ворот, где уже подключилась стража и вызванные первым зеленым свистком мои рогоносцы. После выздоровления, коли я тут так часто бываю, решил прикупить себе в хабе недвижимость. Ну как недвижимость, сарайчик у ворот. Нормальных домов тут не было, были только развалины, но их, увы, купить было нельзя. Так что тупо сарай. Будет сторожкой, смогу сдавать стражникам для отдыха. Ну а если серьезно, то пора начинать заниматься наукой, и научный стенд 1-го уровня сюда вполне поместится. Но купить-то я купил, а дальше фиг. Стройматериалов у местного бармена в наличии не было, а других торговцев в хабе тупо не осталось. Так что пришлось собираться и валить обратно в Чету, продолжать заниматься финансовыми махинациями на местном зерновом рынке. 4 не 2, так что работа пошла намного быстрее. Отжим честно выращенного на полях принял практически промышленные масштабы, а денежки, соответственно, потекли в наши карманы уже не капельками, а нормальными такими ручейками. После удачного рабочего дня решил вложиться в науку и прикупил у местного торговца, который, походу, уже начал считать меня своим лучшим клиентом, стройматериалов для научного стола в хабе. А также несколько научных книг для исследований. Будет куда записывать великие мысли зеленой сущности. Дело теперь за малым. Каким-то образом добраться до хаба. И желательно не как в прошлый раз, без ущерба для здоровья. В этот раз пошел по другой дорожке, более спокойной. А то если гору огибать с другой стороны, то уж больно там рельеф непонятный. За каждым камнем или складкой местности, которых там вагон, может тусить очередной отряд нечисти, который я просто не замечу. Ну а если не заметишь, то из твоих костей вполне могут наделать оружие, я такое уже видел. А с остального мясных брикетов. Сертификатов и состава я что-то на них не видел, а продавцы постоянно хитро ухмыляются, впаривая мне очередной кусочек. Короче, выбор пути оказался верным, и до места добрались без проблем. Правда, на входе, как обычно, филиал мясокомбината. Чисто интересно, а стражу наизнанку не выворачивает или принюхались уже?
В баре к отряду присоединился еще один бродяга по имени Хопс. Причем прикинут он был по хорошему такому разряду. Все, что надо для дальнего путешествия. И плащик неплохой, и карманы набиты самой разнообразной едой. Там же завербовал боевого скелета по имени Тонкий. Будет отрядным арбалетчиком, в перспективе, конечно. Ну и Шека зацепили с вполне понятным именем Шечка. Это уже типичный боевик. В общем, отряд значительно пополнился, что не может не радовать. С глобальным скачком науки в этом отсталом мире, естественно, ничего не получилось. Во-первых, для реальных исследований нужен большой верстак, который физически впихнуть в этот сарай не получится. А во-вторых, для самих исследований, оказывается, нужно дофига разных приблуд, которые, видимо, надо или купить, или сделать самостоятельно. Короче, процесс, как оказалось, не быстрый и, главное, пока мне недоступный. Пробыв в хабе какое-то время и пораскинув мозгами, без приключений вернулся в родную уже Тчету. Классный городок, только тараканов под ногами многовато. Но они не особо мешают, даже скорее помогают. Вон пшеницу выращивают, к примеру. Ну а дальше как обычно. Пахать на полях в поте лица и снабжать местного бармена пшеничкой, чтобы он мог готовить разное вкусное. Часть заработанных денег пришлось вложить в научную лабуду, какие-то книжечки и непонятные синие чертежи. Все это понадобится для проведения научных изысканий. Правда, забегая вперед, скажу, что чертежи лучше изготавливать самостоятельно, потому что наценки на них у торговцев конские. Раздобыв все необходимое, снова вернулся в хаб и закинул все это в научную приблуду. И ни черта толкового в исследованиях все равно не нашел. Нужно раздобыть где-то угол побольше и уже туда ставить верстак второго уровня. Тут же, к сожалению, никакого здания не продается, так что, наверное, придется искать другую локацию. А пока из полезного изучил складирование, чтобы можно было сундуками затариться, а за компанию технологию изготовления малого дома. Пока Зеленка грыз гранит науки выбитыми зубами и вспоминал, сколько будет 2 плюс 2, остальные прокачивали силу, таская друг друга между развалин хаба. Раз технология нам известна, поставил в угол своей хибары ящики, чтобы складировать купленные товары и вообще все, что мне не нужно в путешествиях, но пригодится в будущем. Правда, на кой я это сделал в хабе, непонятно, учитывая то, что уже решил отсюда сваливать. Ладно, фиг с ним. С горем пополам и частично посидев от напряжения, Зеленка выучил все доступные технологии. Что теперь? Ну а что? Отряд наш пополнился, так что дорожка нам прямая, в Сквин, к торгашу рюкзаками. Правда, не совсем прямая оказалась. Уже под конец ко мне прибилась какая-то компашка местных бандитов. Они вообще хотели со мной поговорить, но мой опыт подсказывает, что начнется все с просьбы о сигаретке, а закончится моим визитом к стоматологу. Так что решил отыграть сборище глухонемых и просто продолжать бежать в сторону стражников Шека. Как ни странно, тактика сработала, и когда мы вместе с бандосами добежали до стражи, маргиналы тупо развернулись и свалили обратно. Может, реально поговорить хотели, спросить, как в библиотеку пройти или еще чего важное. Неудобно получилось. У нашего любимого торговца затарились еще одним средним рюкзаком, а также закинули Тонкому пару пучков зубочисток. Если что, с зубами у него все в порядке, он вообще металлический и не жрет. А зубочистками он стреляет из своего самострела. Путешествие домой в Тчету прошло без приключений. Это был тот редкий случай, когда можно было спокойно наслаждаться видами окружающего мира. И тебя при этом никто не убивал и не пытался сожрать. Короче, редкость для Кенши. Следующие пару дней я посвятил стандартной уже рутине, а в голове начал зреть определенный план. Но к его воплощению я решил приступить несколько позже, а пока снова надо было наведаться в хаб. По пути проверили странную метку на горе. Я думал, что там будет какая-то база, лагерь или даже деревня, но по факту это оказался какой-то древний монумент. Интересно, конечно, но для нас совершенно бесполезно. Ну, хоть видами с горы полюбовались, а они, я вам скажу, мое почтение. На месте для начала я забрал все вещички, сложенные в моей халабуде. Они мне понадобятся на новой точке. Также навестил местную гильдию воров, где уже традиционно прикупил ее членство за 10 тысяч монет. Недешево, но их база иногда очень здорово помогает в путешествиях. А еще там есть манекены начального уровня, которые могут здорово помочь на старте таким балбесам, как члены моего отряда. Тренажеры, конечно, реальное дерьмо, но когда твои характеристики со знаком минус, даже такие уже праздник. Зависал у воров около суток, после чего отправился осматривать окрестности хаба. В этот раз на север. Когда-то там располагался бар авантюристов, но в этом новом мире ничего похожего на том месте не нашлось. Странновато, но что делать? Ну, раз базы нет, а значит и торговца, дальнейшие шатания по окрестностям не имеют смысла. Можно направить свои стопы в сторону фермеров Тчеты, которые сейчас, наверное, обыкались. Вы, наверное, спросите, какого хрена я постоянно сижу в Тчете, вместо того, чтобы приключаться. Отвечу просто. Мой отряд сейчас это не отряд бойцов, а сборище каких-то особо удачливых существ, которые по недоразумению дожили до взрослого возраста с минимальными навыками.
Тут не то, что бандосов на дорогах нужно опасаться, тут нужно внимательно смотреть на людей с насморком, а то чихнет ненароком, полотряда без рук и ног останется. Короче, пока нужно копить бабло. Подтверждением моих слов стало то, что в землях Роя я встретился с безобидными на первый взгляд ниндзя. Правда, смотреть на нейтральный цвет курсора и думать, что они нормальные ребята, оказалось крайне большой ошибкой. Это я понял буквально сразу, потому что они внезапно решили надрать тощие задницы моих ребят, причем сделали это с очень большим успехом. Посмотрев на избиение детей в песочнице, я решил увести в сторону хотя бы тонкого, чтобы потом или подлечил, или прикопал безвременно почивших. Но и за ним увязалось одно тело, так что пришлось расчехлять дрын и вести разъяснительную работу. Моя оценка ситуации оказалась верной. Всех, кроме Тонкого, втоптали в дорожную пыль. Да и Тонкий никак не мог отделаться от настойчивого и злобного противника. Че ты вообще привязался? Не видишь, бомжи идут. Как только смог, наш железный бегун принялся оказывать помощь диктатору, а тем временем на ноги поднялись Хопс и Рука. Вот только проблема оказалась в другом. Аптечек у отряда оказалось крайне мало для того уровня побоев, которые нужно было реализовывать. С горем пополам залатались и погнали дальше. Ну как погнали, скорее пошкандыбали. Отряду нужно было как можно быстрее подобраться до Четы, потому что половина народа продолжала истекать кровью из-под подорожников, которыми пришлось залеплять раны от катан. Жаль, что тупость этого мира не позволяет порвать на тряпкой портки и хоть как-то перевязаться. Из-за чего есть вполне неиллюзорный шанс вытечь и прилечь уже навсегда. И этим шансом с успехом воспользовалась Молли, так что у нас первые потери. Поглядев на вытекший труп боевой подруги и пораскинув мозгами на тему возможной потери еще половины отряда, отправили Тонкого, чтобы купить аптечки и вернуться к отряду. Что тут успешно и сделал. Слава богам, успел, больше никто не умер. По прибытии разместили свои измученные и избитые тушки в местном баре. Ну а пока все лечатся, Тонкий начал заниматься пшенично-барыжничеством. Чё время зря терять? Моя цель сейчас собрать около 30 тысяч кат на начало реализации своего мини-плана. Однако планы это планы, а в реальности большую часть заработанных денег пришлось потратить на еду для своих балбесов, которые за время путешествия знатно оголодали, что в общем и явилось отчасти причиной того, что им вломили по первое число. На голодный желудок не то что драться, ходить-то впадлу. Откармливать их пришлось довольно долго. Как я понял, за едой вообще лучше следить повнимательней и не допускать даже легкого голода. Нужную сумму я собрал к 14-му дню и тут же прикупил себе в Чете большой трехэтажный склад, который сможет вместить в себя все, что мне нужно на начальном этапе. Теперь мой отряд сможет развиваться намного быстрее, и в перспективе можно будет подумать о строительстве собственного поселения с блэкджеком и... Не, это из другой оперы. Начал обустраиваться. Первым делом поставил на первом этаже бочку для еды и сундук для различных вещей. Раздавать ручками каждому по гамбургеру и следить, кто там уволок из города все запасы отряда, мне впадлу. Так что пусть сбрасывают в бочку и потом берут по необходимости. Ну а в сундук полетело все, что в карманах нафиг не нужно, а продавать жалко. Второй этаж пошел под науку, и в будущем здесь же будет минимальное производство, если, конечно, потребуется. Пока не знаю, что именно будем производить на продажу, но со временем, думаю, придумаю. Строители занялись изготовлением намеченного, а остальной отряд пошел помогать местным фермерам с доставкой их товаров. А то по деньгам поиздержались довольно сильно. В научном верстаке нашел интересную технологию – упаковка и сбыт урожая. Вот это нужная тема. Глядишь, сможем зарабатывать на пшенице больше, чем сейчас. На втором этаже поставил агроверстак, где эта упаковка и производится, а в другой угол верстак для производства книг и чертежей. Будем создавать тут пергаменты, а потом с умным лицом писать на них чертежи для исследований, которые и сами пригодятся, и на продажу пойдут за милую душу. Ценники там просто астрономические. Правда, что с тюками пшеницы, что с этими пергаментами для производства придется покупать расходники, но, как я посчитал, все равно будет очень выгодно. Да и будущие ремесленники смогут потренироваться еще до создания собственного города. Так как исследования оказались довольно дорогими, решил метнуться в хаб и забрать оттуда все научные материалы. Тут у нас куча книжечек и, главное, 4 чертежа, каждый из которых, между прочим, стоит около 5000 кат. Лишних денег у меня нет, так что залеживаться и пылиться таким вещам — это прям грех. Теперь моя задача состоит в исследовании и постройке тренажерного зала, а то с моими навыками выводить отряд на просторы дикого мира не просто опасно, а тупо стыдно. Да, кстати, цена на упакованную пшеницу получилась в 1,5 раза больше, чем если ее продавать просто так. Наверное, потому что она еще и в инвизе находится и удобна для транспортировки. Невидимый тюк трудно спереть при ограблении. Шутка, если что. Такие багули в сборке я встречал, но их правят в течение минут после того, как я сообщал о них. Короче, сейчас вы уже такой халявы не найдете. Будет тюк как тюк. Сопрут легко.
Но это так, лирическое отступление. Возвращаясь к нашему приключению, Зеленка нашел способ поднимать бабло существенно быстрее. Вот только есть загвоздка, а именно строительные материалы, количество которых в магазине строго ограничено. Приходится покупать их раз в сутки, но при лучшем раскладе выходит около 20 ящиков. Маловато. А вот и первый тренажер, скамья со штангой, которая позволяет прокачивать силу до 31 уровня. Правда, скорость прокачки после 20 падает так, что реально докачаться только, наверное, уровня до 25. А если нацелишься на 31, то быстрее посидеешь, чем увидишь нужный результат. Но даже так, для Зеленки, который начинал с минус 10, этот тренажер как манна небесная. Я крайне ленив, поэтому для автоматизации упаковки поставил мешки для хранения упакованной продукции, а то если работяге нужно складывать готовые вещи, он останавливается и курит бамбук, пока из карманов эту готовую вещь не заберешь. Неприятно, но такова уж Кенша. Ну или персту поработать не хочет. Рядышком прилепил бочку для хранения самой пшеницы, после чего долго и упорно пытался вкурить, как заставить моих болванчиков обирать поля самостоятельно и таскать урожай в эту самую бочку. Вся фишка оказалась в правильной последовательности заданий. Сначала таскать в бочку, а потом надо прокликать по всем полям, назначив задание по работе на них. Но это понимание пришло позже, а сейчас я с матюками продолжил собирать все ручками. Собирал, упаковывал, а затем продавал, заодно приобретая стройматы на производство следующей партии. Выхлоп получался очень неплохим. Зеленый дистрофан же оккупировал штангу и успешно качал мышцу, не подпуская туда никого больше. Так что было принято волевое решение разориться на вторую. Отряд будет расти, а многие новички вступают в наши доблестные ряды прямиком из инкубатора. Хрен знает, как они дожили до стольких лет с единичкой силы в запасе, не знаю. Такой не то что оружие поднять, он свой член поссать отнести не сможет. Так что к ситуации нужно готовиться заранее. Ну и коли денежки есть, еще и научный стенд апнули до 3-го уровня. Глядишь, еще какие умные горизонты откроются. Хотя для исследований в первую очередь не сам стенд нужен, а куча разных редких ресурсов, которых у меня, естественно, нет. Но фиг с ним, пусть будет. В науку же в первую очередь новые более крутые манекены, которые на атаку и защиту до 20-ки могут прокачивать. Если бы еще найти такой тренажер, чтобы диктатор смог понять, как катану в руках держать, а то атаку-то я подтяну, не проблема, но с его знанием о самом оружии он будет похож на чувака, который пилит бревна незаведенной бензухой. С помощью упорства и такой-то матери я таки смог настроить автоматику сначала одному балбесу, а потом и всем остальным. Сделал так, чтобы собирали пшеницу, а также производили нужные вещи. Позже, когда рабочих рук станет существенно больше, можно будет одновременно получать и по шее на карте основным отрядом, и зарабатывать на их лечение вторым. Вот тогда заживем так заживем. Но чтобы это случилось, нужно найти где-то рака, затолкать этого гада на гору и научить, суку, свистеть. Пока же постигаем основы электротехники, чтобы можно было построить свой аванпост, а главное заставить его еще и работать. Даже местечко уже в принципе прикинул, так что по идее это вопрос ближайших десятков дней, не за горами уже. Вообще же, конечно, автоматизация сходу раскрасила жизнь яркими красками. Теперь ручками осталось только собирать поделки нашего производства, продавать их и покупать стройматы на новые. Все остальное делается уже без моего участия. Лепота. Время от времени в Тчету забредали разные дикие животные, и когда я это замечал, мы с ребятами выбирались на пикник за стены, приготовить свежего мяска и разнообразить рацион ароматным шашлычком. Жаль, что происходило это не так, чтобы часто. Впрочем, иногда и сами устраивали охоту, правда, пока странноватую. Отряд отвлекал живку своими тушками, а Тонкий нашпиговывал ее зубочистками. Ну и, естественно, сильно засиживаться на одном месте мое шило нам не позволяло. Так что после нескольких дней в городе обязательно выбирались на прогулку с разной степенью успешности и количеством звездюлей, получаемых отдельно взятыми членами отряда. В этот раз вот наведались с Queen, который на данный момент являлся основным поставщиком боевой силы нашего будущего отряда. Рогатый в плане грубой силы оптимальный вариант. Ну а к ним можно добавить скелетов и принцев в качестве арбалетчиков и разведки. Но это все планы. Насколько они будут выполнены, я пока реально хрен знает. В этот раз подобрали в отряд огромную рогатую бабищу с весьма понятным именем Гигант Ране. Ей бы не в отряде служить, а вышибалой в модном клубе, цены бы ей не было. Но сейчас все наши бойцы — это по сути фермеры, так что в моем любимом магазинчике всучил ей рюкзак авантюриста. Он, конечно, не так сильно рубит боевые навыки, но все равно. Пока будешь таскать как все, а там посмотрим. Стройматы, на которые я искренне надеялся, в Сквине оказались в дефиците. Выкупил все, что было, но это мука. Вообще и шел-то сюда в надежде на эти вот зеленые ящички, малое количество которых очень тормозит мою бизнес-империю. Но, видать, не судьба. Других толковых рынков в округе я не знаю, так что придется возвращаться в Тчету, несолоно хлебавши.
На обратной дороге решил дать кругаля и заглянуть в Великую крепость. Правда, Великой она оказалась только по названию. Видать, очень скромные люди тут живут. И название придумали в меру своего великого интеллекта. На что соображалки хватило, короче. По сути, совершенно бесполезное место, в котором не оказалось даже захудалого бара или какого-то магазина. Ну, коль дошел сюда, решил и на юг мотануться, к той путевой станции, с которой начал приключения в этом нескучном мире. Сначала повстречал каких-то фермеров и прикупил у них немного разных растений для исследований. Вдруг в будущем решу заняться разведением каких-нибудь кактусов. А вот дальше я на свою голову нашел какой-то лагерь в камнях. И, естественно, мне пришла в голову гениальная идея выселить оттуда груды костей, которые там обитали. Хорошо, что воплотить ее я не успел, потому что оттуда вылетела одна такая вот груда костей, и очень злая. Даже этот одиночка отжарил мой отряд так, что жопы болели абсолютно у всех. Понимание, что нужно рвать когти, пока не склеил ласты, пришло почти мгновенно. Примерно после того, как Злюка в 2 удара отправил Шечку в глубокий нокаут, нюхать цветочки в бессознанке. Хорошо, что мимо проходили какие-то поселенцы с костопсами, которые вступились за избиваемых гопников, то есть за нас, и не позволили косточки помножить нас всех на 0. Тонкий довольно удачно навел преследователя на этих самых поселенцев, чем, по сути, спас весь отряд от незавидной участи удобрения. По результату, максимально униженные и побитые, мы добрались до лагеря поселенцев, где и бросили уже свои кости на лежанке, чтобы хоть немного ускорить процесс исцеления. Тонкому же в процессе тактических разводов противника знатно отсушили ногу, благо что скелеты могут произвести полевой ремонт, перемотаться синей изолентой и чувствовать себя относительно нормально и без долгого отлеживания боков. До путевой станции отряд в итоге добрался, и даже в неплохой кондиции. Вот только и здесь заветных стройматов оказалось предельно мало. В стрелковом магазине я разорился и прикупил Тонкому новый арбалет высокого качества. Правда, пока тоже на зубочистках. Я его, конечно, безмерно уважаю, но переводить его на стандартные болты пока не рискую, рановато. Есть большой шанс, что он случайно или не совсем случайно отстрелит кому-нибудь из своих что-нибудь полезное. Короче, пока на зубочистках, но уже получше. Домой добрались спокойно и без проблем. Никакие лагеря по дороге, наученный горьким опытом, я не досматривал. Так что да, без проблем. Ну а здесь все по-старому. Пахать, пахать и еще раз пахать. Ну это наши орали местным жителям, чтобы они быстрее обслуживали поля, с которых мы будем собирать урожай. А между криками и работой тренировки. Поставил еще один тренажер, в этот раз на ловкость. Такой же, как стоит у воров, до 31 уровня. Теперь можно поднимать навык, не выходя из дома и в перерывах, пока зреет урожай и собирать нечего. Деньги в кошельке множились на глазах, однако постоянно приходилось тратиться на жрачку. Набирать половину отряда из числа рогатых было ошибкой, потому что жрут они не только за себя, но и за того, сука, парня, а также за всю его семью, походу. А ценники в магазинах, мягко говоря, негуманные, хотя, возможно, им там просто готовить нечего, потому что какая-то скотина постоянно тырит с полей все, что там вырастает, но я тут при чем? В качестве эксперимента поставил на склад торговый прилавок, а затем нагрузил его упакованной пшеницей и еще некоторыми вещами. Но, забегая вперед, покупателей на все это великолепие так и не нашлось. Напишите в комментариях, работает у вас такая торговля, и если да, то как именно вы это делаете. Потому что, возможно, я балбес и что-то делаю не так. На втором этаже поставил еще пару манекенов, на этот раз для тренировки атаки и защиты. Правда, оба лишь до 21 уровня. Но прям для начинающих и при этом не в меру криворуких, типа зеленки, и такие праздником покажутся. Короче, работали не покладая ног. Но работа это, конечно, хорошо, но уж больно однообразно. Шарики за ролики могут заехать. Так что снова собрал отряд и отправился в дорогу. Приключения ждут. В этот раз повел свой караван инвалидов на болото. Насколько я помню, там можно затариться смех травой, которая пользуется большой популярностью у торговцев лагуны. Но это было в прошлом мире, а что тут, я пока не знаю. На подходе вылетел на разборку каких-то типов. Две шайки, не обращая внимания на окружение, с удовольствием наваливали друг другу всем, что под руку попадется. Причем, по сути, оба отряда ничего хорошего для нас не несут. Что голодные бандиты, что груды костей с удовольствием натянут на глобус мой скромный отряд, и никто из них не будет смотреть, на чьей стороне мы впишемся, если решим помочь. Как подтверждение этой умной мысли тут же подбежал одинокий голодающий, которому мы, естественно, помогли. Хлеб, конечно, не дали, но кушать он больше все равно не хочет. Пока обе стороны с воодушевлением продолжали калашматить друг друга, мы тоже занимались делами. А именно пощипали вещички из тех, кому уже хватило развлечений. Занимались этим ровно до того момента, когда поняли, что груды таки накидали голодным и вот-вот заинтересуются уже нами. Пришлось делать ноги. Костяные тут жесткие ребята, по крайней мере, пока навыки у нас недостаточны для прямого мордобоя.
Ну точнее как, навыки-то достаточны, вот только морду в случае чего бить будут исключительно нам. Даже один их боец может доставить уйму проблем, хотя в данном случае мои ребята таки его раскатали. Сидеть на месте побоища мы не стали. Отвалили в сторонку, а тех, что все же нами заинтересовался, с горем пополам уделать получилось. Со всеми этими приключениями до черепахи, как называлась одна из местных деревень, мы добрались уже в ночи и довольно сильно побитыми. Пришлось дожидаться утра, чтобы проверить наличие нужного нам товара. Ожидания оправдались, и товар в лавке оказался, но его цена, если мне не изменяет память, стала несколько выше. Вопрос в том, за сколько его купят в лагуне. Ну и второй момент. С моими 50 тысячами особо много взять не получится, так что выхлоп с учетом дальнего перехода будет, скорее всего, мизерным. Следующим населенным пунктом, который оказался на пути нашего отряда, была деревушка с милым названием Грязь. Уж не знаю, кто тут так свой дом любит, но в любом случае мы решили бросить тут свои кости чисто ненадолго, чтобы только снова мяском обросли. До выздоровления, короче. С моими финансами ловить тут совершенно нечего, пора в лагуну. Эту дорогу я не любил никогда, тут очень красиво, спору нет. Но уж слишком много в округе всяких людей бандитской наружности и с явно серьезными психическими проблемами, выливающимися в неконтролируемую агрессию. Шею могут сломать на раз-два, а учитывая рельеф, вылетят в 3 метрах от тебя и ква сказать не успеешь. Но в этот раз пронесло. Зато не пронесло в Симе. Идем такие по дороге, впереди пати вполне законопослушных, на первый взгляд, ребят из клана Белой Брови. Кто ж думал, что у них тоже какие-то детские травмы с выходом в агрессивность. Хорошо еще там путника какие-то дрейфовали, которые не смогли пройти мимо избиения невиновных. С горем пополам и моим большим удивлением белобровые откисли, а наши даже все на ногах остались, прям не верится. Удивительно и нереалистично. Видимо, мои ребята таки перевалили тот минимум, до парохода которого отхватывали от каждого встречного Данилы Поперечного. Ну или смех травы в рюкзаках поубавилось, а я и не заметил. Никаких ценностей у белобровых при себе, естественно, не имелось, но по мелочи что-то нахватали, чисто чтобы неповадно было. Сильно обрадовавшись тому, что мы уже чего-то из себя представляем, отправился дальше в сторону лагуны. И вот уже на подходе мне очень доходчиво объяснили, что тот самый плинтус еще не только не пройден, а мы его даже пока не увидели. Пачка костяных псов крайне злобной наружности и явно давно не кормленных в один миг откусила жопу зеленки, а пока Тонкий латал его кровоточащее тело, поделила на 0 практически весь отряд. На ногах осталась только Шечка и Железный, а значит не особо вкусный Тонкий. Хопса так вообще походу решили выкушать полностью. Пришлось отвлекать тварь зубочистками из арбалета, а потом, пользуясь незаурядной скоростью нашего киберразведчика, драпать от нее в воду. Так и спасались, повторяя циклы раз за разом. Один раз, правда, поверил в себя и даже решил вызвать тварь на честный бой, 2 на 1. Но очень быстро получил по хлебалу, идея оказалась говно. Пришлось дальше использовать тактику Тонкого и превращать Костопса в некое подобие дикообраза с десятками торчащих из него зубочисток. Тактика оказалась долгой, но все же верной. С большим трудом и таким же количеством мата с одной тварью справились и очень побитой группой отправились в лагуну. Благо, что идти, а точнее плыть, осталось недалеко. Цены в лагуне в принципе ожидания оправдали, но прям чтобы озолотиться, нужно либо надыбать траву-улыбашку на халяву, либо изначально вложить в закупку раз в 10 больше денег. Ну и сейчас в принципе ничего так. Вот только отдыхать отряду теперь придется довольно долго, ибо организмы твари нам попортили очень знатно. Пока отряд отдыхал, под руку попался новый волонтер, черноземец по имени Чад, с очень неплохими для местных бомжей статами и снарягой. Парень сказал, что он так раскачался, потому что с детства ему сильно везло. Ну-ну. Отдохнув и набив животы пожаренным на костерке мяском костяного пса, отряд погнал на северо-восток. Там, насколько я помню, была одна интересная лаборатория. Нужно проверить, сохранилась ли она в этом мире. Заброшенная нарколаборатория оказалась на месте, как и очень злобные роботы-защитники, встречаться с которыми лично у меня не было совершенно никакого желания. Пробираться внутрь решили по стелсу, по крайней мере, насколько получится. Заодно прокачали навыки взлома, а вот стелс прокачать особо не получилось. Тонкий сходу получил копытом в грудь, скатился с лестницы и решил, что ему совершенно точно пока хватит. Благо, что он железяка и можно очень быстро привести его тушку в относительный порядок. Но смех травы мы таки набрали, причем довольно много. Правда, нашему везучему Чаду это стоило ноги, но это уже так, мелочи. Видать, несчастливой была. Да и рука внезапно почувствовала себя воином со всеми вытекающими. Короче, опять Тонкому пришлось заниматься отвлечением. Фиг ли еще делать? А паукан, конечно, жесткий. Местной фауне ввалил с такой скоростью, что решение не драться с ним я ощутил абсолютно правильным.
Но, несмотря на страх, свое мы не упустили, и карманы смех травой набили по полной. Теперь осталось дотащить побитые тушки до лагуны и понять, сколько бабла я смог поднять. Сказать, правда, проще, чем сделать. Зверье в округе, прям сказать, бешеное. Слава богам, они еще и друг другом занимаются, а не только охотятся на двуногую дичь типа моих ребят. Правда, наглость — это, считай, второе счастье, так что я подождал, пока бой закончится, и попутно разжился еще и миском со шкурами. Применение найдем. Но везение у чада правда присутствует. Считай, не отходя от кассы, встретили бродячих торговцев, в ассортименте которых нашлась и новая нога для черноземельца. Правда, он, наверное, уже 100-500 раз пожалел о том, что связался с Зеленкой и его отрядом. Денег особо не дали, ногу оттяпали, не жизнь, а прям мечта. Дальнейший путь до лагуны прошел без приключений. Мы ни на кого не нарвались, и на нас никто не напал. Вернулись, короче, без проблем. Пока нас не было, городок решили навестить ползучие мышки, которых, естественно, порубили в мелкий салат местные стражники. Мы же набрали с них полные карманы мяса, что, учитывая тягу к обжорству половины моего отряда, оказалось очень кстати. Финансы в карманах местного бармена закончились очень быстро, так что пришлось затовариваться едой и ждать утра, когда соблаговолят проснуться остальные торговцы лагуны. Утречком прикупили Зеленке новую катану. Вообще местные торгаши хитрожопые до невозможности. Денег на кармане лишь по 25к. А значит, чтобы скинуть весь товар и не сидеть тут неделю, придется в свою очередь покупать у них уже их товары. Не, я, конечно, не против, по крайней мере сейчас. Хороший экип нашим ребятам сейчас пригодится, а вот в будущем с хорошей партией товара придется сидеть в лагуне до талого. Шеком тоже приобрел новые ковырялки, в общем, потратив практически все деньги. Вот хитрожопые уроды. Думал, уйду отсюда с кучей бабла, но планы, как обычно, сильно разошлись с реальностью. Заглянули в местную мастерскую, где с помощью роботизированной кровати основательно подлатали тушку Тонкого. Ему же подогнали и новый арбалет под стандартные болты вместо зубочисток. Надеюсь, я об этом не пожалею, и он окажется достаточно метким стрелком, чтобы эти стандартные болты не оказались в задницах сопартийцев. Учитывая статы, вроде не должны уже. Также немного прибарахлились в магазине доспехов, защитив не особо умные головы шляпами и шлемами. В общем, скинули весь смешной скарб и прикупили у торговцев разного полезного. С учетом всех наших покупок, кошелек дополнительно пополнился примерно на 130 тысяч. Надо будет в перспективе сделать еще один подобный рейд, но уставной капитал для него нужен существенно больше. Ну а теперь можно и в сторону дома направиться. Но это, блин, Кенши! Это не тот мир, в котором можно просто взять и пойти домой. Естественно, до нас докопалась толпа каких-то местных отморозков. Сначала мы думали, что ребята просто решили пробежаться с нами за компанию, но довольно быстро я понял, что простой пробежкой тут явно не обойдется. Повезло в том, что мы вышли на территорию лагеря поселенцев, которые незваным гостям, а именно нашим провожатым, оказались совершенно не рады. Мы же, в свою очередь, тоже в стороне стоять не собирались, а звездюливаться так всем вместе, так веселее. Поначалу все шло отлично, я даже подумал, что мои балбесы чему-то таки научились. Мы вместе с поселенцами стабильно выдавали звездюляторов по полному прайсу. Но довольно быстро отряд резко поредел, и пришлось аврально выводить из боя нашего доблестного бегуна Тонкого, который излюбленным приемом увел часть противников за собой. По результату только он один и остался на своих двоих, остальные глотали пыль и щедро перекрашивали ее своей кровью. Пришлось отправлять Тонкого в лагуну за дополнительными аптечками, ну и заодно подальше от варианта получить по шее. Ситуация эта вполне типичная, противники не особо кровожадные и хотя отпинали всю патию, но добивать, естественно, не стали. Так что просто пришлось зависнуть в лагере поселенцев на довольно продолжительное время, постепенно хиля своих ребят, приходящими в себя сопартийцами, и выдавая на орехи одиноким вражинам, возвращавшимся в место побоища или приходящим в себя там же. Все как всегда, долго, но не смертельно. Вообще крупно повезло, что на пути встретился этот лагерь. Тут хотя бы есть кроватки, которые дают нехилый такой буст в скорости лечения. Заодно и Тонкого тут можно дождаться с комфортом и в относительной уже безопасности. А вот и наш любимый пустынный Сим. Край с кучей оазисов и с еще большим количеством клювастых тварей, которые тут пасутся целыми стадами, и от которых я сейчас хрен сбегу. А уж уработать их с одним арбалетом, об этом можно даже не думать. Вообще не самое плохое место для строительства своего поселения, по крайней мере по удобству самого строительства. С ресурсами же, конечно, тут надо еще смотреть. А еще тут обитают кочевники. Пробегая мимо их поселения, думал прикупить в отряд пару бычков, но по здравому размышлению пока решил не брать. Доспехов на них в этом мире нет, а без них животинка не так, чтобы нормально живет. То есть бычок будет изрядно тормозить весь отряд, пока будет долго прокачиваться, но может откиснуть значительно быстрее, чем успеет прокачаться.
Да ёбушки-воробушки, чёт поселение кочевников и открытый, а потому относительно безопасный Сим меня расслабил. Не успел отряд выйти за его пределы, как на нас снова налетела толпа агрессивных ушлепков. По количеству ручонок с мечами, тянущихся к нашим тушкам, сразу пришло понимание, что тонкого нужно уводить подальше, чтобы хоть кто-то склеил в один кусок то, что сейчас нашинкуют. Решение оказалось предельно правильным, потому что отряд отъехал в аут на 2 счета. Но основная тусовка свалила за нашим разведчиком, так что наши побитые ребята начали потихоньку очухиваться, лечить себя и соратников. Короче, обошлось. Но это обошлось сильно болит, а еще теперь придется тащиться в ближайшее поселение и отдыхать. Ближайшим местом, где можно бросить кости, оказался Iron Heaven. Осмотревшись в городке, мы быстро поняли, что это скорее даже не город, а какая-то база наемников. В баре буквально за каждым столом сидели эти веселые ребята. Надо будет запомнить это местечко, и если понадобятся ребята, которые умеют держать меч, буду знать, куда идти. Ну а мы привычно на койках в баре. Вообще, смотря на то, сколько раз и сколько времени отряд провел в комнатах баров, у меня складывается впечатление, что у нас тут симулятор отдыха в отелях 4-го мира. Но куда деваться, если весь отряд в очередной раз напоминает один большой синяк? Только отдыхать. Ну и коли мы оказались в Скорняковом крае и на кармане есть какое-никакое бабло, стоит, наверное, наведаться в город скелетов. Но разве хоть один мой план тут вообще срабатывал? Вопрос риторический. Мы нарвались на толпу избранных крала. Я, конечно, попытался сделать ноги, но и этот скилл у противника оказался лучше. Благо, что на дороге оказался караван торговцев. Мы пролетели мимо, а часть преследователей с разбега взлетела в охрану этого каравана, что то, естественно, не понравилось. Однако результат не устроил и меня, пришлось идти на разворот и повторять маневр. Сделал еще один заход уже с другой стороны. Правда, охранники забили болт на новых вражин и убежали за караванщиком, который спокойно продолжал топать по дороге. Ему, в принципе, до фонаря, что там происходит, шел себе и дальше идет. Притопили за ним, что дало свои плоды. С горем пополам удалось привлечь на свою сторону пару-тройку охранников. Ситуация все равно не особо радужная, но так уже все равно лучше. Половина моего отряда решила взять паузу, прилечь и собраться с мыслями. Вторая же продолжала озвездюливаться. И тут к месту разборки с веселым гомоном и улюлюканьем пожаловала еще одна гоп-тусовка, которая начала раздавать всем подряд, и нам, и охране, и избранным. По результату на ногах, как обычно, остался один тонкий, который вовремя успел свинтить в сторонку и сейчас проводил экскурсию для особо охреневших аборигенов по окрестным холмам. Ну а пока он занимался просвещением, Шечка нарвала подорожника и лепила его на все дырки своих сопартийцев, из которых, по ее мнению, могла вытечь полезная для жизнедеятельности жидкость. Второй тусовкой оказались работорговцы, так что пока Тонкий эвакуировал тушку своего зеленого босса, некоторых других наших ребят успешно заковали в кандалы. Впрочем, Шечка имела свой взгляд на происходящее, а охреневший вконец работорговец ее явно недооценил, оставшись рядом с нашими ребятами в полном одиночестве, за что и получил по тупой головушке. Проблема оказалась в том, что он таки был не один. Видать, товарищ просто поссать отходил, а когда вернулся, в свою очередь ввалил и Шечки, и к своему горю пришедшему в себя Хопсу. Как же мне нравится Кенши. Именно из-за ситуаций, которые рисует себе этот мир. Вот ты радостно бежишь по своим делам. В следующую минуту на тебя нападают какие-то гопники. Ты стравливаешь их с торговым караваном, почти добиваешь, а затем на вас всех налетают работорговцы, после чего половина твоего пати в цепях транспортируется в направлении ближайшего рудника. Огонь. В этом конкретном случае нам повезло. С собой забрали только гиганта Рене. Видать, в качестве элитной куртизанки для экзотического борделя. Хрен знает, где ее еще можно использовать. Рудокопы и шеков такие себе. Тонкий тем временем отнес зеленку в обитель наемников и по случаю прикупил там еще одну кибернетическую ногу для особо удачливого чада. Да, блин, вы не поверите, но он лишился второго пешеходного упора. Хорошо, хоть деньги были, ну и не он один. Руку теперь тоже можно переименовать в ногу, потому что ей ходулю тоже ампутировали. Короче, веселый заруб получился. Теперь нам совершенно определенно нужно к скелетам, только, наверное, не с таким количеством бабла. Нам нужно больше золота. В стане работорговца произошел разброд и шатание. По всей видимости, они никак не могли решить, куда именно тащить Рене. Потому слонялись по дороге то в одну сторону, то в другую. В конечном итоге, когда наша несостоявшаяся куртизанка пришла в себя, ее тупо выкинули на землю, чтобы шла сама. Как вы понимаете, перспектива работы в борделе ее не особо радовала, потому она тут же сделала ноги. Что характерно, ее даже не стали преследовать. Видимо, это тот случай, когда сначала схватили, а потом поняли, что не знают, куда такую дылду девать.
А у нас день сурка, блин. Снова в том же баре, на тех же кроватях, примерно в том же состоянии. Я прям не знаю, стоит ли пытаться попасть в обитель скелетов. Скорняковый край стал какой-то совсем негостеприимный. Выписавшись из бара, решили все же двинуться в сторону дома. Денег осталось как-то совсем немного, все на культяпки улетело. Так что закупаться у скелетов тупо не на что. Надо возвращаться и дальше доить фермеров. Там и надежнее, и руки с ногами пока никто не отрывает. Ну и тут нам, естественно, не дали спокойно пройти. С той лишь разницей, что в пограничных все же не такие злые бандиты, да и климат тут хуже. Короче, в этот раз наша самооценка немного подросла, и все детские конфетки из этой песочницы перекочевали в наши карманы. В хабе заглянули к друганам из гильдии воров и бросили кости уже на их кроватях. Ну а пока пострадавшие лечили свои болячки, остальные члены отряда немного прокачались на местных тренажерах. Утречком заглянули к смотрящему за городом и вписались в какой-то блудень. Он рассказал, что занимается восстановлением хаба совместно с какими-то барыгами, и сейчас ему нужны инвестиции. И типа, если я вложусь сейчас, то потом можно будет получить какие-то дивиденды. Я, конечно, не особо наивен, но этому перцу почему-то поверил и отсыпал ему 30 тысяч кат. Не такая большая сумма, а если попробуют кинуть, я его на глобус натяну. Потом, как прокачаюсь. В очередной раз, расставшись с частью своих финансов, отряд отправился дальше, в сторону Тщеты. Хватит уже тратить, пора и зарабатывать. Да и некоторые планы на свое собственное поселение уже появились, так что в теории можно начинать. До места добрались без приключений и, как обычно, за работу. Нужно оказать посильную помощь местным фермерам в доставке собранной пшеницы до торговцев. Ну а то, что 100% дохода при этом идет мне в карман, законы рынка, блин. К тому же мы тоже не прохлаждаемся, упаковкой занимаемся и реализацией. Это покруче, чем вырастить да собрать. Чисто интересно, через сколько и в Тщете нам тоже начнут отрывать руки и ноги. К вопросу о руках. Зеленка по результату недавних приключений тоже где-то потерял свою. Но ему прикупим у скелетов, сразу нормальную. На месте занялся исследованиями, нужно начинать строительство, а значит необходимо освоить некоторые технологии, чтобы не ударить в грязь лицом и не бегать потом жопа в мыле, потому что, как оказалось, мы не знаем, как кирпичи крепятся друг к другу и что значит слово «фундамент». Но шило в заднице не утаить. Позанимавшись некоторое время делами, снова поперлись из города. Ну а если серьезно, то я хотел посмотреть, что после моих инвестиций изменилось в хабе. Не знаю, что там по моим вложениям, но шеки в город уже потянулись. Прямо возле бара завербовал в отряд Лютого. Что-то у нас прям не отряд, а воинское подразделение шеков вырисовывается. С одной стороны неплохо, клинками есть кому помахать, а с другой, кто, блин, работать будет. Впрочем, в баре и люди нашлись, точнее один людь. Сам же город все же изменился. Напротив смотрящего появилось новое здание, что-то типа казарм или чего-то похожего. Плюс мои инвестиции помогли гильдии воров проапать свои башни по всему миру до 2-го уровня. Нифигово, они 30к вложили. Теперь внутри каждой башни шиноби все тренажеры улучшены до следующего уровня. Надо будет запомнить этот момент. Долго зависать в хабе мы не стали, пошли на север от города. Погода хорошая, так почему бы и не прогуляться. Заглянули в местный бар контрабандистов, но ничего и никого полезного там, естественно, не нашли. Деньги на кармане имеются, так что я снова решил отправиться на болото, чтобы, так сказать, заработать и приумножить. На удивление добрались до места совершенно спокойно, но в деревню, увы, как обычно, приперлись глубокой ночью. Так что пришлось снова сидеть до утра и ждать, пока местные Хайзенберги выспятся. Моя сотка, как и в прошлый раз, улетела практически мгновенно. По-хорошему сюда надо брать под пол-ляма и делать закупки во всех деревнях регионах. Вот тогда итоговый выхлоп будет действительно интересным. А так закупился в одной деревне и все, денежки кончились. А дорога дальняя и не сказать, что безопасная. Местные травяные клещи здесь мое почтение. Такие не только кровь высосут, боюсь, даже костный мозг засморкают. Надо бы тушки на анализ сдать, а то вдруг энцефалитные. Разберешься с ними, так тут же болотные ниндзя докопаются. Короче, капец, никакая красота вокруг не перекроет того стресса, который ты тут можешь испытать. А главное, фиг ты поймешь, сколько народу на тебя нападает. В деревьях нифига не видно. Сначала вроде один прибежит, ты его радостно порубишь в салат, а нет, этот был всего лишь разведчиком. Впрочем, в этот раз мне относительно повезло, и нападавшие не сильно отличались по навыкам от моего балбес-отряда. Отдыхать никто из наших не прилег, но полечиться придется изрядно. В этот раз старался обходить любых путешественников противотанковыми галсами по ближайшим горам и холмам.
Такая тактика дала свои плоды, и до места назначения отряд добрался без дальнейших приключений. Теперь дело за малым. Продать весь товар, правда, учитывая объем финансов, которые невидимая рука ни разу не щедро выделяет торговцам на ежедневные закупки, денек придется тут посидеть, даже с моей скромной партией. В баре сразу завербовал какого-то челика и определил его в будущие строители. Основание своего поселения уже совсем не за горами, так что нужно резко увеличивать количество сопартийцев, конечно, которые будут это поселение обслуживать. С учетом покупки снаряги для лютого, это путешествие не окупилось от слова совсем. А на обратной дороге мы мастерски нарвались на очень серьезных ребят, которые доходчиво объяснили, что отряд наш вообще не отряд, а сборище инвалидов, и в пустоши выходить нам противопоказано по состоянию здоровья. Причем объяснили так быстро, что Тонкий еле успел понять, что пора рвать когти. И снова день сурка и вьетнамские флешбеки. Вообще не помню, мы хоть раз из лагуны без звездюляторов выходили? Есть мнение, что нет. А если и было, то скорее исключение, подтверждающее правило. Только наш Бендер относительно удачливо свинчивает, показывая свой блестящий полированный зад. Пришлось брать ноги в руки, в буквальном смысле слова, и возвращаться в уже практически родной бар лагуны, поправлять здоровье. Причем Зеленка к уже потерянной руке добавил еще и потерянную ногу. Доходчиво нам все объяснили, более чем. Ничего путевого у местного коновала в ассортименте, конечно же, не оказалось, так что пришлось брать то, что есть, чтобы хоть как-то иметь возможность перемещаться. Зашибись бизнес-проект получился. Утро следующего дня и попытка выбраться из лагуны номер 2. В этот раз я решил с отрядом проскочить через горы, срезав довольно большой кусок дороги, на котором обычно очень много лишних глаз, рук и, главное, мечей с дубинками. В основном все прошло так, как я и рассчитывал. Лишь однажды чуть не нарвались на клювастых тварей, но я смог тактично обойти их в скрытности и спокойно вернуться на дорогу. На болотах пати разделилась. Я решил сделать еще одну ходку в лагуну, но на этот раз взять только самых быстрых ребят, чтобы в случае чего можно было тупо свинтить, а не драться с каждым встречным, потому что кто-то из отряда бегает со скоростью 10 км в час. И да, такими темпами и в такой компании до места назначения добрались быстро и без проблем. Обернулись за один день, не особо парясь. Но денег, конечно, со стартовым капиталом в 30-40к получилось на выходе пшик. Под утро мы были уже в Сквине, где навестили любимого торговца и прикупили у него большой рюкзак, который пригодится на сборе пшеницы. А также поменяли нескольким ребятам латные ботинки с дебафом на скорость на что-то поудобнее. Ну а теперь вставший уже почти родной Тчету. Название городка, конечно, сомнительное, но на данный момент это единственное место, где можно довольно быстро поднять бабок. А главное, без особого риска откушенной или отрубленной задницы. Знай себе, раз в день покупай строительные материалы, а в остальное время собирай пшеницу, пакуй и продавай. Интересно, через сколько местные раздуплятся, что все их фермерство уже приличное время работает исключительно на одну зеленую залетную сущность. Еще одним заработком, правда куда более медленным, стало производство чертежей для науки. Работаем опять-таки с покупной ткани, делаем пергаменты, угольные мелки и потом мастерим из этого всего чертежи для исследований, которые продаются по совсем другому прайсу. Короче, голь на выдумку сильна. Правда, как я уже сказал, итоговое изделие делается очень долго, так как сначала нужно сделать 6 пергаментов и только потом можно будет сделать чертеж. Зато чистой прибыли с каждого, наверное, около 3500 кат. Ну, а пока производство и воровство пшеницы идет своим темпом, мои ребята еще и успевают подкачаться по силе и другим полезным дисциплинам на поставленных тут же тренажерах. И все это в автоматическом режиме, может даже чайку попить. Ограничения, которые накладываются на заработок бабок покупкой стройматериалов, крайне сильно травмировали мою внутреннюю жабу. Поразмышляв над этим, я решил, что пора взяться за строительство своей пока мини-базы, на которой я смогу делать эти стройматериалы самостоятельно. А рядом с Тчетой, буквально в нескольких сотнях метров, оказалось прекрасное место для этого проекта. В принципе, тут есть все, что мне может понадобиться, а плюсом довольно ровная поверхность, где мне не придется устраивать танцы с бубнами при стройке каждого здания. Правда, есть один косяк. Тут очень любят гулять и, соответственно, обедать клювастые твари. Так что перед строительством пришлось позвать Тонкого, чтобы он разобрался с проблемой. Ну и местную стражу, естественно, тоже подключили, а то с одного арбалета я бы разбирался до Нового года. Тем временем Строер под чутким руководством Зеленки поставил на новом месте первое здание, которое мы пока будем использовать под склад и место, где можно будет сныкаться в случае опасности. Правда, на этом строительство пришлось остановить. Проект-то в голове нарисовывался нехилый, вот только с ресурсами для его реализации, как обычно, большие проблемы.
Ну и технологии, которые мне нужны для строительства, пока открыты далеко не все. К примеру, без электричества мы явно не сможем построить нормальное производство. Так что пока продолжаем зарабатывать бабули привычным способом. Только упаковкой пока заниматься не будем. Буду скидывать пшеницу как есть, а стройматериалы пока откладывать в кубышку. Подкопив ресурсов, первым делом поставил станок по обработке материалов, а рядышком каменоломню, чтобы было что обрабатывать. Вот только строиться мне постоянно мешала местная живность. Клювастики чувствовали себя тут вольготно, прям как дома. В перспективе это, конечно, классно, будет еда и шкуры, но пока это скорее яд для них, мясо и шкуры. Пока же Тонкий продолжал работать по старому принципу: быстрые ноги плюс стражники равно победа и мясо. Следующим этапом разместил пока пару сундуков, один в доме, второй на улице, рядом с производством. Все это безобразие, естественно, надо чем-то запитывать, так что прямо за домом поставил первый ветряк. И вот тут первое открытие. Раньше стройматериалы делались тупо из камней, а тут нать, кушайте. Стройматериалы тут делаются из кирпича и досок, но это тогда делали, сейчас уже поменяли. А вот это уже интересненько, только возникает вопрос, сколько мне нужно будет народа, чтобы все это обслуживать. В дальний угол основного здания поставил блок аккумуляторов, чтобы хранить тот мизер, что вырабатывается ветряком. Да, фиговенько. В ближайшем магазине прикупил ростков деревьев и принялся обучать своих балбесов держать лопату и осваивать заветы Мичурина. А заодно и кирпичное производство надо освоить. Офигеть, сколько всего нужно теперь знать, чтобы просто основать свое долбанное поселение. Вернулся на свою стройплощадку, выдал лопату одному из балбесов и отправил его сажать деревья. Короче, плотненько занялся строительством поселения в рамках тех материалов, которые пока есть в наличии. Для роста деревьев, понятно, нужна вода, так что наметил бочку для воды и колодец. Под кирпичную мастерскую построил небольшое здание с другой стороны от каменоломни. Ну а дальше мое недостроенное поселение уже привлекло внимание каких-то маргинальных личностей. Хрен знает, что они надеялись получить с таких бомжей, которыми мы на данный момент являлись, но случилось, что случилось. Естественно, воевать я с ними желания не имел, так что быстренько навел всю гоп-компанию на стражу Четы. А тут уже вышел совсем другой коленкор. Тут уже бандосам быстро объяснили, что руки и ноги им нафиг не нужны, а их жизни в принципе не имеют никакого смысла и, соответственно, вполне можно с ними расстаться. Последней же моей постройкой стал верстак для производства кирпича. Засморкал все это дело, попробовал производить стройматериалы и понял, что тут нужно иметь постоянное производство и, главное, стены, которые защитят меня от местной живки и налетчиков. Только тогда из стадии геморроя это все перейдет к стадии выгодного производства. Короче, решил пока на пару-тройку десятков дней забить на это безобразие. Следующие несколько дней я занимался делами по базе, продолжал доить местных на пшеничку и лепить чертежи для исследований. Ну и по мелочи развивал свою базу. На 47-й день мое шило в заднице взяло свое, и, собрав отряд, я снова выдвинулся на приключения. В первую очередь меня интересуют люди. Много людей, которые будут впахивать в новом поселении. Первых балбесов, которые надеялись на хорошую жизнь под руководством зеленого диктатора, я роботизировал в хабе. Бедные и наивные ребята. Это у нас люди, пойдут махать молотком и киркой. А вот третий, это у нас рогатый, пойдет в основной отряд. Естественно, бежать и оставлять новичков на базе я не стал, поперлись всей грядкой дальше. В планах у меня добраться до города скелетов и посмотреть ассортимент, а то зеленая сущность бегает на кривой ноге и вообще без одной руки. В пограничных землях на нашей дороге не встретилось ни одной души. Видать, все люто очковали моего доблестного отряда. В Скорняковом крае, как ни странно, тоже не повстречал ни одного желающего объяснить нам за жизнь. А вот переступив порог гиблых земель, случился сюрприз. Как раньше можно было сюда ходить? Да элементарно. Главное, чтобы обувка была. Хоть лапти какие, и уже можно. А теперь фиг. Тут появились кислотные испарения, и легкие наших мешков с костями почему-то не особо комфортно себя чувствуют, когда их обладатели зачем-то начинают дышать. Решение оказалось простым. Я оставил всю свою звездобратью в развалинах какой-то башни, найденной мной немного ранее, и отправил к собратьям-скелетам Тонкого. Адских гончих в этом мире, походу, не завезли, так что смелый разведчик добрался до места назначения без каких-либо проблем. Разве что поплутал немного по дороге. Еще одним сюрпризом оказалось то, что в баре не было мрачного Нила. Но зато в компанию попросился, правда не бесплатно, боевой скелет по имени Логан. У него были довольно странные для робота статы, но ничего, как мечник вполне сгодится. Второго типочка, уже вполне стандартного, которого можно будет определить в группу поддержки с арбалетом, рекрутировал на втором этаже, а дальше в магазин инженера. Выбор конечностей оказался не то чтобы большим, но что-то, а именно руку скелета, для зеленки прикупить удалось. Правда, потратил на нее почти половину наличных денег.
На подходе к основному отряду чуть не вляпался в историю, пришлось схорониться на гребне и наблюдать. Слава богам, непонятные, но явно крутые ребята не заметили сховавшихся в башне и прошли мимо. А мы, объединив силы и приладив Гринюку новую культяпку, отправились приключаться дальше. Правда, особо далеко уйти не успели. Нас догнала какая-то здоровенная псина, которую, походу, давно не кормили. Разделать мы ее, конечно, разделали, но пару кусков от особо неудачливых сопартийцев зеленки она таки оттяпала. Так что пришлось лечиться и немного менять планы на дальнейшее путешествие. По крайней мере, на его сроки. Потому что двоих пришлось тянуть на хребтине. Тоже, конечно, плюс прокачка силы. Впрочем, псины тут явно размножаются почкованием, потому что мы успели пройти метров 100, а нас уже догнала следующая. Ее тоже пустили на заготовки, но и она успела откусить что-то сиюминутно важное предводителю нашего отряда, отчего он резко лег отдохнуть, и дальше пришлось тащить еще и его. По причине крайней побитости и малой звездюлеустойчивости встречные отряды в пограничных землях мы предпочитали пропускать, отсиживаясь в скрытности за ближайшей скалой, что, впрочем, получалось далеко не всегда. Довольно тяжело спрятаться, если идешь по узкому ущелью и на тебя, улюлюкая, вылетает пачка бандосов. Благо, что тут ребята уже не такие заряженные и, в общем, не такие опасные. С каждым новым отрядом дохлых бандитов ребята зеленки все больше походили на один большой ходячий синяк, что нифига не мотивировало и не внушало оптимизма на дальнейший путь. Кенши вообще скотина редкостная. Походу подсматривает за тобой, и если у тебя отряд представляет собой фарш, который попытались провернуть назад, подкидывает тебе на дорогу кучу вражин. Шел туда, никого не было. Иду обратно побитый, народу, как в Питере на Невском в праздничный день. С той лишь разницей, что люди в праздники добрые и веселые, а тут голодные и капец какие злые. В конечном итоге вообще пришлось заделаться пловцами и иметь мозги вражинам за счет того, что они почему-то крайне боятся воды и не горят желанием соревноваться с тобой в плавании. Короче, в этот раз пограничные земли дали просраться по полной, и к хабу мы подходили примерно в том же состоянии, что и путник к долгожданному оазису после пары-тройки дней в пустыне, то есть в полном ахере. Теперь отдыхать, благо что в хабе имеется гильдия воров, и нам там всегда рады. Пока наши ребята в большинстве своем отдыхали на удобных кроватках, я пробежался по городку и завербовал в пати еще одного воина по имени Буян. В хабе мы тусили довольно долго, после выздоровления зависнув на тренажерах гильдии воров. Торопиться нам пока особо некуда, так что решил еще немного подтянуть свое воинство в навыках. Также заглянул в местный полицейский участок, где пообщался с шефом, давшим мне задание на уничтожение бандитов в Восточных горах. Как я понял, это напрямую влияет на мои инвестиции и дальнейшее развитие хаба, так что в будущем надо будет с ними разобраться. Ну и уже перед выходом на втором этаже бара рекрутировали еще пару ребят для наших рудников, человека и черноземца. Ну все, теперь можно возвращаться в Чету и посмотреть, что там изменилось за время моего отсутствия. Чтобы понимали, в игре с момента выхода оттуда прошло несколько дней, а вот в реальности около месяца, так что, учитывая то, что сборка обновляется очень часто, изменений может произойти много. И изменения произошли. Теперь для производства упакованной пшеницы, что более логично, используются не стройматериалы, а доски. А учитывая то, что на моей недостроенной базе уже реализовано их производство, обнова меня искренне порадовала. Только пришлось организовать новое место хранения на складе в Чете. Людей я выделил в отдельный отряд и оставил в городе заниматься фермерством и производством товаров на продажу, а с боевым отрядом отправился в свое поселение. Ничего страшного не произойдет, если мои боевики немного поработают руками, не развалится. Бревна в запасах имелись, так что поставил ящик для хранения досок и приступил к их производству. Ну, а троих шеков отправил махать топорами, это они умеют. Какая разница, головы рубить или бревна? Бревна хотя бы сдачи не дают. И денежки не заставили себя ждать. Первая продажа принесла мне около 40 тысяч кат. Причем теперь я, считай, ничего и не покупаю на производство. Ножовки не в счет, там одной хватает на очень приличное количество досок. Рецепт производства стройматериалов тоже сильно изменился. Там теперь нужен песок и гравий. Короче, за время моего отсутствия производственные цепочки перелопатили очень основательно и сделали производство реально интереснее. Осталось набрать где-то человек 50 рабов, чтобы все это можно было обслуживать. Пока же, чтобы все происходило быстрее, поставил около здания еще один столярный верстак, на котором у нас будет пока работать лично зеленка. Так производство досок пойдет намного быстрее, что апнет наши заработки на упакованной пшенице. Но особо долго спокойно поработать мне не дали. Снова подвалили какие-то утырки и заявили, что я должен им платить, чтобы жить спокойно. Что-то это мне напоминает, надо будет проверить, не управляет ли континентом какой-нибудь седой пропитый дед с фамилией на букву «Е».
В этот раз я, конечно же, не стал никуда убегать. Это всего лишь пыльные бандиты. Так что вполне можно потринкаться немного и навалить им собственными руками. Ну и, в принципе, я оказался прав. Вражин мы уделали по полной, практически в одну калитку. Правда, не успели мы разобраться с первой гоп-компанией, прибежала вторая, уже какие-то ниндзюки. С этими пришлось похуже. Мой отряд толком не успел прийти в себя после первой разборки, так что пришлые прошлись по старым синякам. Но все равно наши показали себя с лучшей стороны. Особенно меня порадовали арбалетчики. Надо будет собрать отрядик на 5-6 стрелков, тогда, думаю, вообще все будет на мази. Спокойно поработав какое-то время, я решил, что пора апгрейдить поселение. И в частности, нужно построить тут здание побольше и перенести в него исследовательское оборудование. Так как зеленка у нас находится здесь, а значит и науку грызть сможет по месту. Правда, домик, хоть и большой внешне, внутри оказался без перекрытий. По сути, только первый этаж и крыша. Короче, лоханулся. Но пока поживем и здесь. Лень мне как-то было перестраивать. Старый же научный верстак пошел под разбор, он нам уже не нужен. Спокойно поработать мне, естественно, не дали, кто бы сомневался. В этот раз к моим дверям подвалили мародеры, куда более серьезные ребята. И вот тут я уже не сдюжил. По сути, тут нормально работали только арбалетчики, а точнее арбалетчик. У разведчика кончились зубочистки, и в строю из дальнобойщиков остался только тонкий. Вот он и раздавал, а остальная пати медленно, но верно, один за одним ложились полежать на песочек. Тонкий же за счет своих быстрых ног и уже неплохих навыков в стрельбе и перезарядке вполне справлялся и отоваривал своих противников. В итоге все произошло по классике. Всех наших положили, а Тонкий свинтил в город. Оставшиеся мародеры же тупо свалили, не забрав с собой ничего из моего имущества. Зачем приходили, непонятно. Нам же пришлось поднимать своих и долго лечить в очередной раз побитые тушки. Нет, так продолжаться не может. Нужно изучать стены, строить их, а затем еще и охрану нанимать. Ну а пока решил достроить на крыше еще парочку кроваток, чтобы лечить пострадавших. Есть, правда, один маленький косячок. В этой местности дожди кислотные, так что прежде чем ложиться на лечение, стоит проверить прогноз погоды. Не, ну это уже крах какой-то, не знаю, медом тут намазано или мой форпост отметили на Яндекс.Картах с рейтингом 5 звезд, но за звездюлями сюда начали приходить почти нон-стопом. Причем уже даже не совсем абсосы. Теперь тут встречаются и скелеты, и другие веселые ребята. Еще одна неочевидная проблема: запашок от трупов тут такой, что скоро начнут заходить и дикие обитатели этих мест. Так что нужно изучать переработку трупов и строить крематорий. Новая научная лаборатория закончена, набита необходимыми расходниками, и теперь можно приступать к изучению всяких непотребств. Поставил пока то, что интересно и одновременно доступно. Теперь для изучения нужно очень много самых разных ингредиентов, так что многие полезные вещи пока для меня просто недостижимы. К примеру, буровые установки, которые позволяют добывать металл и медь из-под земли. Но у меня есть еще одна задумочка. Я выделил в третий отряд наших стрелков-скелетов и немного вкачал разведчику силу, чтобы он мог хоть что-то носить в своих кармашках. Выкупил у медиков все ремонтные наборы скелетов, еще десяток забрал со склада в новом поселении и отправил наших скаутов в сторону гиблых земель. Насколько я помню, ценники и ремкомплекты там конские, так что очень возможно получится поднять какое-то количество бабосиков, а заодно посмотреть для зеленки новую ногу. Тем временем исследовалась переработка трупов, и крематорий я воткнул прямо рядом с основным зданием. Тут у нас основные тусовки и происходят, так что ребят с передозом стали в организме можно будет сразу перерабатывать в пепел, чтобы не палиться. Также занялся производством песка, склад под него поставил возле линии по сборке стройматериалов, а песчаный карьер сразу за каменным. В общем, у нас теперь есть все для того, чтобы делать строительные материалы самостоятельно. Еще бы железное производство освоить, и будет вообще огонь. Для создания атмосферы, ну и тупо для того, чтобы вы видели хоть что-то на своих экранах, поставил в поселении несколько факелов. Опа! А вот и местная живка, о которой я говорил, хорошо хоть в единственном числе. Можно пободаться, потренировать навыки, а главное крепкость. Раздает эта дичь мое почтение, но толпой вполне успешно разделывается на мяско. Ценники в баре скелетов оправдали все ожидания, вот только денег у торговца оказалось немного. Зато в компанию все там же в баре добавились два скелета — Энгримо и Мрачный Нил, об отсутствии которого в прошлый раз я уже как-то начал переживать. Еще больше деньжат мы подняли на продаже ремонтных комплектах в инженерном магазине. Тут их вообще покупали по полтиннику. Правда, денег у ребят хватило лишь на 3 штуки. Зато прикупил новую ногу для зеленки. Ремки еще остались, а вот денег у торговцев уже нет. Так что решил пока тормознуть в местном баре и подождать денек, пока завезут еще фантиков.
На базе же тем временем наметил кусок стены и будущие ворота из чугуна. Почему из чугуна? Да потому что стоят они все вместе, как чугунный мост. Причем и кучу всяких непонятных комплектующих на них надо. Гвозди, штыри, листы железа, только что черта в ступе не попросили. Делать будем до второго пришествия. Новый день не обновил количество денег у торговцев скелетов, так что мы пошли искать еще один магазин, который к своему удовольствию и нашли. Денег тут оказалось достаточно, так что слили им абсолютно все ремки, что, забегая вперед, оказалось не очень хорошей идеей. Ну и у них же прикупили мотор, из которого на базе сделаю ремонтную кровать для скелетов и протезов в мешках с костями. А еще купил несколько книжек инженерных исследований. Короче, сюда тоже надо будет приходить с большим количеством денег или ремок на продажу. Интересные товары есть и довольно много. Ну а теперь можно и в обратный путь. Тем более, что по прибытии я собираюсь прогуляться по разным интересным местам уже всем отрядом. Разве что новичков можно немного подтянуть на тренажерах, особенно нашего мрачного. Он уж совсем пришибленный по навыкам пока. В пограничных землях на карте нарисовалась путевая станция, которой раньше тут точно не было. Решил заглянуть. Вот только на месте нашел странную багулю. Станция по карте есть, но ее нет. Точнее, зданий нет, а вот ее обитатели на месте. Ходят, волнуются, пытаются свою недвижку найти. Ну, я не стал тупить и завербовал среди них еще 3 людей для работ на своей базе. 2 человек и 1 черноземца. И уж этим составом решил заглянуть в Iron Heaven, чтобы нанять там охрану для своего форпоста. Деньги есть, так что почему бы не прикрыть свою задницу наемными клинками. Тем более, что дома началась вообще какая-то адская заварушка. Опять налетели какие-то нехорошие редиски и пришлось откладывать насущные дела и браться за оружие. Особо печально то, что стрелки все ушли на задание. Без них наваливать намного тяжелее, хотя и плюсы есть. Когда есть стрелки, я ими управляю, а сейчас тупо отпустил вожжи и смотрю, как рубятся мои балбесы. В цитадели наемников нанял 2 группы на 2 недели, и чтобы более или менее безопасно добраться до дома, отправил своих ребят следовать за ними. Какая же это была ошибка. Пока отвлекался на перетаскивание со своего форпоста в Тчету досок и воды для производства, наемники влипли в какое-то дерьмо, а я вместе с ними. Из реально представляющих из себя хоть что-то в этом отряде только Тонкий и разведчик, остальные, мягко говоря, никакие бойцы. Что и подтвердилось очень и очень быстро. А еще одним минусом оказалось то, что ни ремок, ни аптечек у меня с собой, конечно же, не было. Я же рассчитывал на очень быстрые ноги, а ко мне тут балласт прикрепился, который быстрее 16 км в час бегать не умеет. Вот и привалили всех. В итоге пришлось собирать аптечки с трупов врагов, а затем Тонкому нестись в Айрон и искать, где же продаются ремки и медицина. Нашел, надо сказать, с трудом. По итогу никого не убили, но пришлось остановиться в кабаке на лечение. А вот наемники, есть мнение, или вообще не придут к моему поселению, или придут очень нескоро, потому что минимум половину из них утрамбовали в землю. Резня там была, мама не горюй. Весь основной отряд пока забрал со своего поселения в Тчету. Тут планирую в ближайшее время поставить еще несколько тренажеров и, дождавшись разведчиков с новичками, немного подтянуть их по основным дисциплинам. Кстати, насчет разведчиков. Новички в их отряде уже подзаросли, так что пора и в дорогу выдвигаться. Наши наемники, которым я проплатил охрану форпоста, все так же доблестно сражаются в 200 метрах от Айрона с какой-то гопотой. Уже, считай, 2 сутки пошли, так что ждать их на месте не приходится. Проходя мимо, обратил на себя внимание враждебно настроенного и неплохо упакованного типа, который увязался следом. Благо, что в компашке есть пара лучников, которые и тормозили его рвение, пока основной отряд шел своей дорогой. Разделались с типочком только уже на подходе к невидимой путевой станции. Поживились с него латами. А на самой станции завербовали скелета по имени Ладонь. Весьма странная модель, я вам скажу. По идее, он скорее пойдет в рабочий, чем в боевой отряд. У него отлично развита инженерия и в то же время не очень хорошо боевые навыки. Ну и трутни себе на закуску взяли, также на рабочие позиции. Короче, народа для работы в городе у нас стало уже достаточно, но в планах у меня пока немного иное. Я хочу добраться до Тчеты, какое-то время потусить в городе и подтянуть свое финансовое положение за счет Тонкого. Как наберу бабосов на закупку ремок, отправлю его в одно лицо в город скелетов, а там уж посмотрим. В Тчету вернулись без проблем и каких-либо дорожных приключений. Ну а там я принялся за реализацию своего плана. Показывать тут особо нечего. Сбор ресов, производство и продажа, а попутно прокачка новичков на тренажерах. Из интересного разве что я наконец скачал 3-й уровень манекенов и 3-й уровень стрелковых тренажеров. Теперь они будут прокачивать до 30-ки. Первая ходка Тонкого прошла с небольшим количеством ремок на кармане. У инженера выторговал новую классную ногу для зеленки, а в сумме на кармане осталось более 200 тысяч прибытку. Неплохо так.
Быстренько вернулся, прикупил еще ремок и снова туда же. Кажется, что халява, хотя так оно и есть. Халяв чистой воды, только с некоторыми оговорками. Для такой торговли нужен очень быстрый скелет или люди, полностью прикрытые от кислоты и с противогазами. На закупку партии ушло около 80 тысяч. На месте потратил около сотки на редкие книжки для исследований и на выходе имел около 350 в кармане. В принципе, время у меня еще есть, пока мои балбесы подтягивают свои навыки. Так что в идеале можно будет сделать еще ходочку, а то и две, чтобы, когда выйду в путь с полным отрядом, иметь возможность закупить на них нормальное оружие и, возможно, доспехи. Еще одна ходка, и, как видите, мой счет стал просто астрономическим. На мой взгляд, в этом есть некоторая проблема, и ноги у нее растут из сборки Генезис. Имея стартовый капитал и быстрого скелета в отряде, можно делать очень много денег. Но в Reborn, хоть и не стали менять ценники на ремкомплекты скелетов, кстати, сейчас их все-таки поменяли, убрали из продажи высокоуровневые чертежи для исследований, а значит, деньги тут не решают всех проблем. К примеру, пока я не пройдусь по руинам или библиотекам, надеяться, что я смогу в своем поселении поставить буровые для добычи железа и меди, не приходится. Так что какой-то баланс все же присутствует. Как и цены на наемников для охраны своего поселения. Они просто космические. Все, Тонкий вернулся, а значит, можно собирать свою доблестную звездобратью и отправляться навстречу приключениям. Как обычно, эти самые приключения начались значительно раньше, чем было запланировано. Уж очень много всяких бандитских элементов шляется по каньону в приграничных землях. Благо, что у большинства из них руки от рождения произрастают не из того места, и потому они не создают проблем, а скорее создают вариант для хорошей тренировки. Моя же задача на сегодня значительно более интересная. В хабе меня отправили в Восточные горы, чтобы уничтожить крепость местных бандитов. Пошли, естественно, без разведки. Тупо через главные ворота, в надежде на то, что здесь живут такие же рукожопы, как шляются по округе. Отчасти так и было, вот только мне забыли указать, что это китайские бандиты. В смысле, их до жопы, и они продолжают размножаться почкованием, возможно, даже из трупов. С горем пополам удалось захватить дозорную вышку, и далее я чистил этот анклав мерзости, отталкиваясь именно от нее, тупо запретив своим милишникам уходить с места и сманивая противников в небольших количествах своими стрелками, которых у меня уже 4. 2 более или менее нормальных и 2, которых я чудом научил натягивать тетиву на арбалете. Поверженных противников я полностью раздевал и скидывал их снарягу на землю, чтобы, если вдруг им захочется добавки, могли ее получить быстро и с минимальными помехами. Под вышкой еще и кроватку нашел, куда быстренько скинул руку, получившим звездюлей в самом начале штурма и перенесенного к воротам чисто на всякий случай. Разборки на вышке шли беспрестанно, сначала в течение дня, а потом и ночью. Не знаю, сколько сюда согнали пыльников, но я хотел бы посмотреть на ту похоронную команду, которая потом будет все это разгребать. Под утро следующего дня добрался-таки до башни, где теоретически должен сидеть главарь всего этого гадюшника, которого мне и нужно убить или приволочь в хаб, чтобы получить 2000 кат награды. Да, вы не ослышались, именно 2000. Но тут скорее вопрос поддержки моей инвестиции. Эта сволочь мешает развитию торговых маршрутов, так что придется заняться благотворительностью и уделать его фактически бесплатно. Сейчас. Когда это тело вылезло из своей башни, я очень быстро понял, что до выполнения миссии мне примерно как раком до Китая. Если его подчиненных я натягивал на глобус без каких-либо проблем, то этот товарищ в одну харю может натянуть весь мой отряд на значительно более объемные предметы. Еще и работорговцы прибежали, почуяв, видимо, запах денег. С одной стороны, это неплохо, они вписались на моей стороне и начали пинать бандосов, а также запечатывать их в кандалы. С другой, они и моих ребят, которые валялись без сознанки, также замечательно заковывали. Вообще пофиг. Ну а против главаря работорговцы как детишки в песочнице, типа смотреть умилительно, но не более того. Ну а дальше, когда весь мой отряд лег, часть была уже оприходована работорговцами, мы остались 1 на 1 с главарем. Ну, в смысле, с одной стороны 4 моих арбалетчика, а с другой главарь в роли собачки, который мечется между ними. Выглядит красиво, если не смотреть, сколько стандартный болт или зубочистка снимают ему при попадании. Кружились в вальсе весь день, вот в прямом смысле слова весь день. За это время удалось снять ему 2/3 здоровья, но эта падла сделала ход конем. Он встал за турель и теперь с пары выстрелов сносил почти все здоровье одному из моих стрелков. Так что приходилось его уводить и чинить. Да и боезапас у меня практически кончился. Короче, пришлось временно позабыть об этом задании и с кислой рожей сваливать, вытаскивая своих обормотов на собственных плечах. Да, такое себе приключение получилось, но есть и плюсы. За столько часов постоянной боевой стрельбы очень неплохо подтянул своих стрелков. Из минусов же тотальное унижение, к которому, впрочем, Кенши меня приучила уже давно.
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что почти все мои бойцы побывали в кандалах, а работорговцы, вот сюрприз, при взятии в плен отбирают оружие. Самих говноедов я, естественно, не нашел, так как их король пыльных бандитов утрамбовал в эту же самую пыль. А убегали мы оттуда очень быстро. Короче, у милишников почти ни у кого не осталось оружия, потому я решил прогуляться в лагуну, попутно заглянув на болото и затарившись смех травой. Вас, наверное, уже задолбал этот маршрут, но вы себе даже не представляете, насколько он задолбал меня. Я ненавижу этот регион всеми фибрами своей души. Ужасный рельеф, куча водоемов, непонятные вылетающие из-за каждого куста агрессивные дерьмодемоны. Короче, меня сюда не привлекает ничего. Ну, кроме смех травы, конечно. А попёрся я сюда лишь потому, что в лагуну все равно удобнее всего ходить именно здесь. Другого же места, где продается нормальное оружие, я пока тупо не знаю. Ну, по крайней мере, из тех, где я был и куда я точно смогу дойти толпой полубезоружных балбесов. Добравшись до места, я с удовольствием отметил, что у местных торговцев, включая бармена, в карманах стало значительно больше денег. Так что совершать смешные торговые рейды теперь намного удобнее и проще. Также в баре познакомился с принцем по имени Ролигон, которого, естественно, пригласил в отряд и позже обучу на еще одного арбалетчика. А еще цепанул шека по имени Хитрый. Лишний клинок нам не помешает. Единственное, что напрягает, так это его имя. Неспроста, как мне кажется. Основная цель посещения лагуны была в том, чтобы снова вооружить нашу братью, с чем городок справился на отлично. Нет, каких-то мейнту-дрынов тут, конечно же, не было, но добротных клинков, с которыми не стыдно путешествовать по пустошам, вполне достаточно. Заглянул и к броннику, одев нуждающихся в новые доспехи. Все, теперь наша ватага снова выглядит грозной и непобедимой. Жалко, что только выглядит. На обратной дороге у странствующего торговца прикупил себе в отряд 3 милых волчков, которые, когда вырастут, смогут дать просраться очень многим противникам, сражая их своими клыками и когтями. Не дадут просраться. Шел я себе по карте, раз, и одного волка просто нет. А в следующую секунду и еще 2. Клювастая тварь решила, что это такая мохнатая закуска, и сплэшем отправила всех моих волчков в их волчью Вальгалу. Тут я понял, что к животным я еще не готов. Это слишком большая ответственность. На границе со Скорняковым краем нарвался на избранных Крала. Ну, скорее, в данном случае они нарвались. Я был в очень плохом расположении духа из-за безвременной кончины моих волчков, так что наваляли мы этим кралодрочерам по самое не балуйся. На невидимой путевой станции приобщили к нашему отряду еще одного шека по имени Лорекс. Теперь, думаю, нужно валить домой и качать 2 новичков на тренажерах, чтобы их не постигла участь моей животинки. Вернулись домой мы очень вовремя. Моих работяг в поселении уже отоварили, а между станками хозяйничала местная гопота. Пришлось рассказать ребятам за жизнь и объяснить, что форпост этот принадлежит не вот этим 3 инвалидам, а вполне боеспособному, по меркам этой гопоты в особенности, отряду. Короче, вбили в их головы эти знания вместе с зубами. Надеюсь, поможет. В большое здание, наконец, поставил ремонтную кровать. На ней можно быстро и безболезненно приводить своих скелетов и отдельные протезы людей в их первоначальное состояние, а главное бесплатно. Из расходников только электричество, но счетчиков на него я тут пока как-то не заметил. Вернувшись в Чету, отправил новичков постигать тяжелую науку, а именно тренировать силу, а чуть позже поставил для арбалетчиков еще и тренажер, прокачивающий восприятие. Это в дополнение к тренажеру точности. А вот имитатора арбалета я тут не нашел, хотя в башне Шиноби такую диковинку видел. Видимо, он не для всех смертных. Также в большом здании своего поселения решил разместить подобие госпиталя из 6 кроватей. У меня 4 стоят на крыше мелкого здания, но, как я уже говорил, при кислотном дожде это не самая офигенная идея. Тут, думаю, будет несколько комфортнее, а то лег с переломом, а вышел без кожи. Так себе идейка. Помните, я говорил, что наемники для охраны форпоста стоят очень много денег? Ну так вот, я решил таких нанять, и вышло это примерно 360 тысяч на 2 месяца. Нехило ребята за свою работу просят. Ну, будем надеяться, что заплатил я им не зря, и они реально будут разруливать ситуации с местными бандами. Мне же снова придется отправлять Тонкого в город скелетов, благо что ремок я напокупал более чем достаточно. Кстати, открыл для себя наилучший способ быстрого перемещения по карте. Если отправить персонажа из точки А в точку Б, просто кликнув по карте, то с огромной вероятностью он тупанет где-нибудь на границе зон и будет там стоять, пока ты его не обнаружишь. Так что я просто веду персонажа по карте на 3-й скорости. Благо, что с его скоростями он может свинтить буквально от любого противника, который может обнаружиться в этих регионах. Ну и, кстати, да, я, наконец, накопил несколько мешков с семенами зеленофрукта и решил перевести Вии на форпост, где она будет назначена фермером.
Так как нам предстоит ходить по руинам, лабораториям и библиотекам, решил прикупить для Зеленого воровскую руку. Да, она хуже для бойца, но на взлом дает очень неплохой буст. Так что придется Зеленке пострадать с дебафом на силу. По деньгам же вышло около 600к, что полностью восстановило мой бюджет и позволит в скором времени снова пойти приключаться. С полями пока пришлось довольствоваться самыми маленькими. Нужно набрать с них фруктов и сделать еще семян. Так что, надеюсь, в скором времени у нас тут будет большое поле, и мы сможем наконец питаться тем, что приготовим, а не выкупать у бармена весь ассортимент, периодически забывая об этом и заставляя своих ребят голодать. Интересный расклад. Заметил, что у меня на крыше двое бандитов сражались с горилла. Как их туда занесло, ума не приложу. Привлек к зачистке территории свою охрану, а сам решил построить пару клеток для заключенных, чтобы попытаться завербовать раненых бандосов. Ну а чё, считай, халявные рабочие руки, если получится. Агроверстак для производства семян разместил прямо под открытым небом, недалеко от полей. Вообще, новые здания я пока не строю, потому что есть вариант, что после изучения некоторых технологий я буду все это сносить и строить по уму. Ну, а это так, временный вариант, который позволит быстренько поднять фермерство. В очередное путешествие я собирался основательно. Закупил каждому по аптечке, всех скелетов обеспечил ремонтными комплектами, а стрелкам прикупил болтов с запасом. В этот раз я собирался на север, до земель туманников. Возможно, и в городок местный зайду, хотя цель на этот раз найти какие-нибудь руины или что-то другое интересное, где можно надыбать редкие чертежи для исследований. Ну и что я вам могу сказать? Приключения начались задолго до туманных земель. Голозадые людоеды заполнили всю округу, и с ними пришлось разбираться буквально через каждые 100 метров пути. Проблем это особо, как я думал, не доставляло, потому что, получив смачную зуботычину, голый папуас отлетал очень быстро. Вообще, если сравнивать со сборкой, на которой я играл до этого, тут мразотных чертей намного больше, вот прям намного, но они вроде бы как слабее. Ну и с отрядом нормальных арбалетчиков стало жить намного проще и веселее. Милишники разруливают все самостоятельно, а я руковожу только стрелками. Правда, иногда приходится одергивать чересчур азартных балбесов, которые готовы пробежать через полмира за своей целью, что несколько раздражает. Жаль, нет функции драться в каком-то радиусе, только или держать позицию, или свободный поиск. Печаль. До земель туманников мы таки добрались и даже сцепились с местными солдатами, голову каждого из которых оценивали в 2500 кат в любом магазине. Но вот дальше, по здравому размышлению, я решил не соваться. Рановато еще, да и смотря на то, что доставалось моим ребятам мало, зато очень часто, ранений накопилось очень много. И мы решили свернуть на запад к побережью и посмотреть, что там интересненького. А ничего интересненького нас не ждало. Все те же людоеды в промышленных масштабах, да туманники, появлявшиеся тут не особо часто. А вот количество ран росло. Не спасали ни доспехи, ни уже средненькие навыки моих ребят. Хоть тычку, но в каждом бою ты получаешь. А тычка за тычкой, и вот уже кто-то готов прилечь и отдохнуть. Потому что все эти ваши разборки крайне выматывают и не имеют никакого далеко идущего смысла. В форпосте тоже неладно. Подвалили последователи чего-то там белого и решили развести нас на бабки. Правда, охрана свои деньги получила недаром. Так что быстренько вписалась и навела порядок. Хотя, честно говоря, исходя из количества нападающих, сначала было несколько очково. Зеленка с отрядом тем временем вышли на побережье и устроили привал с жаркой шашлыков из набитого по дороге с местных антилоп мяса. Далее мы нашли небольшое поселение Роя с наглухо запечатанными воротами. Ломать мы их, конечно же, не стали, а вместо этого отплыли по морю. Поселение мне нужно было для того, чтобы бросить кости и немного отдохнуть, подтянув здоровье. Но бара или еще что-то подобного тут не оказалось. Думал даже домик прикупить, да кровати поставить, но у местного барыги в наличии было только 3 единицы ткани, а на одну кровать нужно 4. Короче, несолоно хлебавшие решили уходить отсюда в сторону дома, уклоняясь по возможности от любых разборок. Руин или чего-то похожего найти не получилось, так что смысла тут тусить тупо не было. А дома, наконец, хорошие новости. Зеленофруктов хватило не только на расширение самих ферм, но и на приготовление первой еды. Надеюсь, скоро смогу перевести свои отряды на самообеспечение, а то с покупкой еды прям реальный геморрой. Правда, с таким фермерством и готовкой пришлось ставить еще один колодец, потому что воды стало банально не хватать. Но это так себе проблемка, решаемо. Перевел, кстати, еще одного перца из Четы в свой форпост. Тут и более сытно, и работы побольше. Вернувшись на базу, быстренько подлечил пострадавших в боях сопартийцев. И как раны покрылись корочкой, отправился приключаться дальше. На севере с руинами не повезло, поэтому решил прощупать, что у нас на юге. Ненавижу болото, но походу как раз туда мне и надо. И да, именно в болотах я и нашел то, что искал.
Сначала циферки, отлетающие где-то между деревьев, меня несколько насторожили, уж очень большими там были значения. Но подойдя ближе к руинам, а это были именно они, я не обнаружил вообще ни одного врага. На первом этаже уже был какой-то хабарчик, которому я даже порадовался. Но основное меня ждало в запертых сундуках на последнем этаже. Исследовательских чертежей тут не оказалось, но вот редких и древних девайсов тут было с избытком. И что-то мне подсказывает, они могут очень даже пригодиться, когда я буду плотно заниматься своим фортом. С очень сильным перегрузом мы вышли из руин. И вот тут болото и это заброшенное место дало просраться всему отряду. Почище, чем молоко с солеными огурцами. Нет, противники были не особо сильными, но их было очень много, и убив один отряд, мы обнаруживали, что к нам уже бежит следующий. Показывать весь этот бой смысла нет, это был кромешный ад. Мои ребята доблестно сражались и успевали раздевать большинство павших противников, чтобы те, если вдруг решат получить добавки, делали это без оружия и брони. В конечном итоге мы решили отступить и отдохнуть на кроватях последнего этажа, чтобы залечить множество ран и оживить свой отряд. Это получилось, хотя и не с первой попытки, потому что даже уничтожив всю нечисть, пока поднимались по пандусу, вставали раненые и снова с упорством, достойным лучшего применения, ломились в бой. Свалить, как ни странно, удалось довольно просто. На входе было всего несколько живых противников, которых мы быстренько срезали и, памятуя, что враги постоянно приходили откуда-то с юга, бегом устремились на север. А дома тем временем праздник живота. Решил первую партию овощей отнести в город, а то там работяги совсем оголодали. Со всеми этими разборками совсем забыл о необходимости покупки еды и половина свалилась в голодный обморок. Также, помня о полных карманах редкого хабарчика, разместил специально для него ряд больших ящиков прямо в центре поселения. Сюда пойдут только всякие высокотехнологические девайсы. Надеюсь, меня не обнесут, пока буду в очередной раз приключаться. А теперь лечиться долго и упорно, потому что живого места на моих ребятах просто не осталось. Ну что же, геройская жизнь на время окончена. Пока мои ребята учатся заново ходить, а некоторые буквально, спасибо агрессивному миру Кенши, займемся нашим уютным уголком апокалипсиса. Крепкий тыл – залог того, что в следующий раз нас просто покалечат, а не скормят каким-нибудь паукам-скелетом. Ну или будет хотя бы где отдохнуть и подлечиться перед тем, как все же скормят. Ну и раз я тут верховное божество с правами администратора, работаю рукой богов над интерьером. Чуть пододвинул эти ящики, чуть передвинул стены. Теперь здесь не убежище безумного отшельника, а почти цивилизованный домик. Снаружи тоже прибрался. Теперь мое поселение не перепутаешь с очередной кучей обломков и мусора, оставшихся от прошлой цивилизации. Хотя, пока еще спутаете, но уже чуть реже. Поскольку ртов стало больше, а аппетиты у них просто звериные, поставил вторую кухонную плиту. Теперь наши повара смогут одновременно подгорать на 2 сковородках. И еще одну бочку для зеленофруктов поставил прямо в помещении, чтобы не бегать через полбазы, рискуя быть съеденным по дороге собственными голодными поселенцами. Ну и финальный штрих от зеленого диктатора. На крышу большого здания водрузил малый ветряк. Он, конечно, слабоват, его большой брат выдает намного больше энергии, но только когда есть соответствующий ветер. Зато малый трудится как верный раб, не особо результативно, зато постоянно, и плевать он хотел на ветер. Теперь у нас есть самое главное – стабильный ток, чтобы в сортире мимо дучки не промахнуться. Тихие и спокойные деньки в Кенши – это как металлолом в скорби. Вроде бы он где-то есть, но ты его никогда не видел. Только расслабился, а тебе уже на клык, тебя уже на клык пытаются надеть. Ну, так и есть. Явление клювастых гастрономов, решивших, что мой отряд – это шведский стол. Пришлось устроить им срочную принудительную переэкзаменовку на предмет съедобности наших ребят. Со стороны это выглядело как массовая бойня в очереди за бесплатной похлебкой, но в итоге мы доказали, что главное блюдо сегодня – это они сами. Клювастые, конечно, выписали некоторым нашим ребятам пропуск в кому с большой скидкой, но в конечном итоге счет за ужин оплатили они. Слава тому, что я так и не завел себе ни одного песика. А то опять бы остались от них только мокрые пятна и грустные воспоминания. А так стандартный набор. Ушибы, ссадины, пара вывихов и куча мяса. Очень, кстати, приличного мяса. Ну вот и отлично, вторая плита простаивать не будет. Переводим ее на непрерывный выпуск шашлычков по-кеншийски. С дымком, пылью и привкусом победы. Будут теперь наши ребята жрякать мясо, как настоящие воины. Разнообразный рацион – вещь полезная. Шечку и хитрюгу отправил на железную руду. Махание киркой в этой сборке качает силу, а не работу. Идеальная тренировка для войны. И железо для базы, и мускулы для врагов. А главное, быстрее тренажера и выгоднее, чем таскать своих товарищей на закорках. Те, еще и есть просят. Ну, раз с рудой разобрались, логично перейти к следующему этапу, кузнечному делу. Покупать железо, конечно, вариант, но зачем, когда можно стать самому себе железным королем?
Пока что мое производство — это кустарная мастерская, но даже ее хватит, чтобы покрыть наши скромные нужды. Верстак для фурнитуры пока поставил один. Опыт подсказывает, что скоро их понадобится с десяток, каждый под свою задачу. Иначе все встанет, как только один склад забьется под завязку. Уголь складируют тут же, чтобы не бегать за ним через всю базу по каждому чиху. Кстати, если вам интересны такие вот хозяйственные заморочки, дайте знать в комментариях. Это поможет мне понять, стоит ли дальше углубляться в градостроительный симулятор, или вы больше жаждете кровавых разборок с пауками-каннибалами. Только закончил с производством и сразу гости. Зашли, видимо, не просто так, а с целью совместной тренировки. Ну, мы не стали отказывать, почему бы и нет. Особенно, когда есть добровольцы помочь протереть полы своими физиономиями. Правда, эти подонки первым делом рванули к моим запасам еды. Такое ощущение, что голодные тут не только бандиты, а вообще все подряд. Могли бы просто попроситься в отряд и жрали бы досыта, и нам бы помогали. Но нет, их путь — это путь воина. Ну или путь железа на мои слитки. Зато атака окупилась сполна. Они принесли столько старого железа, что мне пришлось срочно ставить печь для переплавки. Когда записывал, с переплавки еще падала железная руда, а на данный момент это дело поправили, и с переплавки падают готовые слитки, что гораздо удобнее и, главное, логичнее. Одна такая тренировка и десяток слитков готов. Настоящий рециклинг по-киншийски. Чтобы мои балбесы без дела не шлялись по базе под кислотным дождиком, мало ли что им в голову стукнет, поставил в главном здании стульчики. Теперь у нас тут тихий час, как в детском саду. Сидишь, любуешься на потолок и ждешь, когда тебя позовут таскать железяки или станешь живой мишенью для очередных гостей. Зато теперь сразу видно, кто трудяга, а кто профессиональный балбес. А самое главное, их не сдует ветром и не растворит в кислотную лужу. Все-таки я гуманный лидер. Иногда. Раз с железом разобрались, потянуло на что-то мягкое. Решил наладить производство тканей, для чего понадобился склад под хлопок. А под само производство построил еще один домик, Г-образный, чтобы просторней было. Думаю, тут поместится и портняшка, и кожевня, и станок для легких доспехов. В общем, будет у нас своя маленькая мануфактура. Ну и куда же без божественного вмешательства. Чуть подправил положение и наклон дома рукой богов, чтобы смотрелось идеально. Заодно и станки переставил. Теперь они не торчат, как пальцы у прокаженного, а стоят компактно и радуют глаз. Мой совет: всегда используйте редактор для точной расстановки. Главное, не забывайте сохраняться после того, как внесете все изменения, и сразу же загружать игру. А то ваше творчество может банально провалиться под текстуры. А вот так вот красота. Теперь у нас не просто база, а база с претензией на эстетику. Ну, насколько это вообще возможно в этом аду. Пока мои ребята на базе расслабляются, я решил, что наша оборона в отсутствии основного отряда — это дырявое решето. Рванул в Барчета. Там, как обычно, весело и безнадежно. Разорился на пару охранников. Мало ли, я отлучусь за приключениями, а тут как раз нагрянут голодные товарищи с гастрономическим туром по моим запасам. Заодно приметил там же одну фермершу, Риту. Завербовал, куда ж она денется. Фермеров нам нужно ой как много, если хочу, чтобы у нас была своя еда и своя ткань, а не подачки с чужих помоек. В планах еще и пшеничку свою разводить, чтобы не зависеть от сомнительной щедрости фермеров Четы. Покупной хлопок пустил на семена, вот вам и первые поля. Ну а с первого урожая буду их прокачивать, чтобы давали вдвое больше. Надеюсь, Рита справится. А нет, найдем еще парочку. А еще мои рудокопы за периметром как магнитом притягивают всякий сброд. Хорошо, что кирками сегодня там машут не зеленые новички, а ребята из основного отряда. Сами дают отпор, пока подмога не подоспеет. А уж когда подмога приходит, для маргиналов это превращается в очень неудачный день. Мешают, конечно, но не критично. Жаль только, что месторождение далеко, и в стены их не заключишь, как ни старайся. Зато какая выгода? После каждой такой потасовки у нас прибавляется металлолома на переплавку. Каждая атака — это словно внезапная поставка железа прямо к порогу, бесплатно и с доставкой. Готовое здание сразу заставил по полной. Воткнул сюда верстак для кожи, бочки под готовую кожу и еще под свежие шкуры. Все для ткани развернул напротив, чтобы дух вонючих шкур не мешал тонкому текстильному процессу. Ну и факел, конечно, понатыкал. Для уютности, атмосферности, ну и чтобы банально вам все видно было. На кожевенный станок поставил черноземца Баролина. У этих ребят с рождения в генах зашито умение ковать броню и оружие, а переработка кожи как раз и качает доспешный скилл. Пока все накопленные шкуры в кожу перегонят, уже и сам сможет делать что-то путное. Надо было, конечно, раньше это сделать. Сейчас бы уже не учеником коптил, а мастером высококлассной кожанки щеголял. А еще на территории нашего шикарного курорта обнаружились аж 2 медные жилы, на каждую по 2 работника. Медь мне пока особо не нужна, а вот прокачать силу всегда полезно. Пришлось строить контейнер еще и под медную руду, пускай копят. Если переполнится, всегда можно взбыть купцам.
Под слитки тоже ящик на всякий поставил. Хотя, чтобы их делать, нужно апгрейдить плавильню, а до этого еще и технологии изучить. В общем, планы есть, а времени, как всегда, в обрез. К кожевенному производству добавил еще один верстак, на этот раз под рюкзаки. Теперь я сам себе мастер по пошиву сумок. Торговец в Сквейне, конечно, расстроится, но что поделать, бизнес есть бизнес. Жаль, нельзя наладить ему регулярные поставки, но таких тонких механик разработчики, к сожалению, не завезли. В главном здании поставил специальный контейнер для хранения этих самых рюкзаков и заодно такой же под оружие. В специализированных хранилищах помещается куда больше, так что ставить их намного выгоднее. Пока все это строилось, запустил в изучение все доступные рецепты устройства для перетаскивания честно приобретенных ценностей. Несмотря на все планы по обустройству, я таки не усидел на месте и рванул в путь. Станков и объектов, требующих рабочих рук, стало уже много, а будет еще больше. Так что нам позарез нужны новые рекруты. В Сквейне нашелся один охотник за головами, который по сходной цене предложил доставить нам будущих работников. Но это случится только через несколько дней, а ждать не в моих правилах. Решил прогуляться сам. Пройду в сторону Великой крепости, а оттуда сверну на юг к путевой станции. Мало ли какие жаждущие приключения души встретятся по дороге. Недалеко от города встретил патруль шеков, которые устроили разборки с какой-то шантропой. Естественно, вписался на их стороне, в смысле на стороне шеков. Лишний повод потренировать своих арбалетчиков никогда не помешает. Ну а дальше на юг, как и планировал. В неизвестный лагерь решил не соваться. Там, насколько я помню, тусят груды костей. Махач с ними был бы знатный, но абсолютно бесполезный. Вместо этого решил поохотиться на гиен. Тут тебе и тренировка, и трофеи в виде шкур и мяса. Эти твари из семейства собачьих, конечно, не чета свирепым клювастиком, но сражались как настоящие профессионалы своего дела, с огоньком и полной самоотдачей. Да так лихо, что успели отправить в нокаут одного из моих бойцов, везунчика Чада. Короче, пришлось изрядно попотеть, пока мы заставили их понять, кто на самом деле здесь главный поставщик мяса и шкур. Но игра явно стоила свеч, пополнили свои запасы мясом и шкурами, которые очень пригодятся в кормежке отряда и прокачке нашего доспешника. Правда, и на отряде это сказалось довольно знатно. Идем, прихрамываем, выбираем, где поровнее, чтобы больные ноги не страдали. А впереди путевая станция, где можно будет наконец отдохнуть и поискать свежих добровольцев для нашего растущего хозяйства. Как говорится, благие намерения должны подкрепляться бесплатной рабочей силой. Главное предлагать такие условия, от которых невозможно отказаться. Вы поняли. Правда, местное быдло имело насчет нашего спокойного прохода к станции свое мнение, к своему же несчастью. Мы хоть и потрепанные, но все еще способны надирать задницы. Пришлось повозить их рожами по песку и отправить к их злым богам на вечные мучения. Ничего личного, просто бизнес и естественный отбор. На путевой станции мы устроили тотальную оккупацию спальных мест, как будто это наш личный курорт для восстановления после щедрых встреч с местной фауной. На ногах оставили только разведчиков, наших вечных трудяг, которые редко когда получают по своей тушке, потому что предпочитают мастерски избегать опасностей. Им и поручили важную миссию – присмотреть себе товарищей по несчастью. Вербовка прошла успешно. К нам присоединился один черноземец, крепкий малый и сразу видно пригодится на кухне, и один принц Роя. Последний, конечно, пока больше похож на диковинного таракана, чем на бойца, но мы из него сделаем элитного арбалетчика, как только он перестанет путать тетиву с собственными усиками. Пока мы тут отдыхали, на базе случился классический визит вежливости. Явились те самые голодающие, о которых я не зря предупреждал. Хорошо, что, нанял охрану, деньги потрачены явно не впустую. Своих работников, кого успел, я оперативно запер в большом здании. Выставлять их без доспехов и навыков против этих громил все равно, что предлагать голодным крокодилам салат вместо мяса. Пусть наемники отрабатывают свои честно заработанные. А мы тем временем уже потираем руки в предвкушении. Столько оружия эти милые гости нам принесли. Скоро начнем переплавку. Щедрость некоторых людей просто не знает границ. Основной же отряд, отдохнув до рассвета, рванул прямиком на болото. Моя цель — город Акула, где уж точно найдутся желающие присоединиться к нашей веселой компании. Или хотя бы поработать метлой и мусорщиком на благо базы, мелочиться мы не будем. Добраться до болотного города спокойно, как водится, не вышло. Снова какие-то местные ниндзюки решили, что мы передвижной буфет с бесплатными закусками. Расстраивать их не стал, пусть поживятся, только не едой, а щедрыми порциями звездюлей. Ребята оказались жадными до добра, набрали столько, что ноги подкосились и теперь вот лежат тихо и мирно, размышляя о вечном. Жадность, знаете ли, до добра не доводит. В барах Акулы, как я и предполагал, удалось найти парочку стоящих ребят. В первую очередь вербанул шека по имени Мамонт. Это крепкий малый и в будущем пополнит основной отряд. И еще одного принца-арбалетчика по имени Сторг. Думаю, из него выйдет толк или хотя бы хорошая мишень для отвлечения внимания.
Но расслабляться было некогда, на базе снова тревога. На этот раз нагрянули какие-то белые ниндзя. Видимо, решили, что белая одежда сделают их невидимыми на фоне наших стен. Спойлер, не сделали. Попрятать всех в этот раз я не успел, так что кое-кому пришлось остаться снаружи и принять на себя удар. Ну, как принять удар? Скорее отхватить по полной программе, пока охрана и наемники не подоспели. Надеюсь, они хотя бы прокачают крепкость, ну или уже прокачали, лежа в луже собственного достоинства. Ну а ребята, что прятались в большом доме, так увлеклись закрытием двери, что вместе с ними внутрь ворвался один особо прыткий налетчик. Жаль, не подумал, что там его ждет не склад оружия, а толпа хоть и не обученных, но злых, как голодные ротвейлеры работяг. На улице тем временем наемники и наш внезапно воинственно настроенный работяга, видимо перепутал кирку с мечом, вполне успешно наваляли непрошенным гостям. Короче, нормально разобрались с этим беспределом. Правда, пришлось не только оружие собирать, но и отыскивать нашу же еду, которую эти воришки успели стащить с кухни. Наглость невероятная. После разборок проверил пленных, и один из них, соблазнившись тарелкой наших овощей, решил перейти на нашу сторону. Ну, раз он так любит еду, определил его в повара. А раз додумался, что под моим крылом ему будет сытнее и проще, еще и в научника. Мозги-то варят. Посмотрим, сможет ли он варить суп лучше, чем драться. Вакули продолжил вербовку. На этот раз за звонкую монету к нам присоединилась зеленоземка по имени Мью, а также Шек, который останется на базе в качестве бойца-строителя. Пусть рубит деревья днем и вражеские головы ночью. Основной отряд не резиновый, да и наемники ненадежные ребята могут в любой момент променять родину на бочку Эля. Короче, на базе нужен кто-то свой. Также завербовал 2 принцев, буду готовить из них турельщиков. Пусть стоят на стенах и стреляют во все, что шевелится без нашего значка. Нашел и прокачанного арбалетчика по имени Ханс. Ценный кадр, да еще и полностью экипированный. Ну и под конец взяли боевого скелета Зиона. Отправим его в основной отряд, как только прокачается. Короче, план выполнен и даже перевыполнен. Домой попремся уже серьезно усилившимся отрядом. Главное добраться до базы, не напоровшись по дороге на очередной гостеприимный отряд голодных романтиков. Без разборок, конечно, не обошлось. На окраине болот наткнулись на стайку костопсов. Но разобрались без проблем. Я даже обрадовался, шкуры всегда пригодятся. А шкуры — это прокачка нашего доспешника, так что все в плюсе. На перевале возле Сквина вышли на лагерь ниндзя. Они так уверенно поставили его прямо на дороге, будто мы тут мимо проходить должны. И это они, конечно, зря. Мои ребята уже не те зеленые новички, что боялись каждого шороха. Прошлись по их лагерю, как каток по свежему асфальту, и двинули дальше. Ну а дальше были еще какие-то бандиты, то ли пыльные, то ли голодные, хрен их разберет. Ну, какая разница? И те, и другие для моего отряда уже не опаснее тренировочных манекенов. Пора бы уже задуматься о более серьезных вылазках. Эти земли стали слишком скучными для нас. К приходу основного отряда подготовил тренировочную площадку, поставил в большом доме несколько манекенов. Основные тренажеры у меня все еще в чете, но водить туда отряд уже как-то неудобно. Надо будет перенести на базу, как время будет. Следующие дни, вплоть до 100-го, я провел, не вылезая с территории поселения. Организовал производство кожаных доспехов, обнес все прочной стеной с 2 воротами и плотно тренировал новобранцев. Правда, к 100-му дню их обучение так и не завершил, но ничего, в следующие 100 дней наверстает. В следующую 100-дневку я планирую взяться за исследование серьезнее. Нужно искать продвинутые чертежи, без них дальше развивать базу просто не получится. А искать их придется в древних руинах и библиотеках, что, мягко говоря, не самое безопасное занятие. Но что поделать, великие цели требуют великих рисков. На этом, пожалуй, буду с вами прощаться. Увы, в реальной жизни сейчас полно проблем, особенно с жильем. Поэтому видео выходит так редко. Да еще и здоровье подвело, с марта по июль пришлось заниматься только им. Так что, короче, не буду я ничего обещать, если получится выпустить видео побыстрее, будет приятный сюрприз. Ну а если нет, вы понимаете, как бывает. Надеюсь, этот видос вам понравился, и снова рекомендую эту сборку по Кенши. Она по уровню проработки и поддержки уже вполне тянет на полноценную игру. Не пожалеете. С вами был Грини, всем пока и отличного настроения. Пока-пока.